Мгм. Все слышно? Потому что они не говорят ничего. Все выключены, говорят. А еще не говорят, подключаемся Слышно? еще. Да, да, мы вас слышим. Я вас тоже выключу. Сейчас подключаемся, немножко подождем еще. Уважаемые коллеги, доброе утро. Убедительная просьба отключить свои микрофоны и, пожалуйста, уберите поднятые руки. Невозможно работать с видео, когда есть поднятые руки. И отключите, пожалуйста, микрофоны. Идут помехи. Уважаемые коллеги, доброе утро. Убедительная просьба отключить свои микрофоны. Айгуль Рафаэловна, здравствуйте. Сейчас еще пару минуток я их подключу и начнем. Я жду от вас старта, Маргарита Иршатовна. Да, сейчас подключаю, займемся. И, Маргарита Иршатовна, включите, пожалуйста, демонстрацию экрана, хорошо? Да, сейчас включу, открою. Коллеги, отключайте свои микрофоны.
Давайте начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Республиканский учебно-методический центр приветствует вас на обучении по программе повышения квалификации организации доступности учреждений сферы культуры для маломобильных групп населения. Обучение будут проводить сотрудники и руководящие работники Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина. Сегодня у нас обучение запланировано с 9 до 3 часов, завтра с 10 до 3 часов. Программу я всем отправила. Завтра по итогам я направлю на ваши почты еще тест, который нужно будет сделать и прислать мне в ответ. Также перед началом обучения хотела бы напомнить, что на нашу почту нужно отправить, кто еще не прислал заявление, копии дипломов и СНИЛС. rums.kpk3@mail.ru. Нам они нужны для подготовки удостоверений. Бланки можно взять у нас на сайте, пожалуйста, не забудьте. Если будут какие-то вопросы, пишите в чате. Сейчас я передаю слово директору Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина, кандидату педагогических наук Аминевой Айгуль Рафаиловне. Пожалуйста. Спасибо, Маргарита Иршатовна. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Мы представляем сегодня вам курсы по доступной среде. Они как никогда сейчас, сегодня актуальны. Когда пошли независимые оценки качества услуг именно по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, когда пошли по учреждениям культуры прокурорские проверки. Ну и самое основное, это наши пользователи требуют с нас, чтобы мы им в адаптированной форме, в доступной форме предоставляли услуги, информацию, и чтобы мы были компетентны в вопросе обслуживания инвалидов всех категорий. Я буду применять слово и люди с ограниченными возможностями здоровья, и инвалиды, потому что и так правильно. Они получают при обращении в соответствующие органы удостоверение об инвалидности, поэтому это абсолютно не нарушение их прав. И у нас есть люди с ограниченными возможностями здоровья, далее я про это тоже расскажу, куда входят и пожилые, и беременные, и мамы с детьми, это тоже наша категория. Представляю я Башкирскую республиканскую специальную библиотеку для слепых имени Тухватшина. Кто-то с нами очень хорошо знаком, кто-то сегодня впервые о нас слышит. У нас очень большая история, нам 85 лет, и таких библиотек около 70 по Российской Федерации, и мы в 5 лучших. То есть у нас огромный опыт по работе и с инвалидами по зрению, и с инвалидами всех категорий. С 2000 года мы являемся методическим центром по обслуживанию, по библиотечному обслуживанию. И для всех 63 централизованных библиотечных систем являемся таким маяком и методическим центром. Но у нас вот в последние 4 года есть большой опыт работы и со всеми учреждениями культуры, и не только культуры. То есть нам есть вам что полезное сказать. Дальше уже в лекциях вы будете видеть информацию и по нам, то есть вы можете наши координаты записать и к нам обращаться, потому что даже по Брайлю мы единственные в мире, кто издает на башкирском языке. Об этом тоже несколько слов скажу. Итак, начнем. Самое первое, конечно же, хочется сказать об основном документе. Это Конвенция о правах инвалидов. Обязательно при любой проверке ссылайтесь на этот документ. Обязательно при написании любого сценария на мероприятие ссылайтесь на этот документ. И, конечно же, когда пишете проекты, гранты, если касается вашей деятельности инвалидов, то ссылайтесь именно на Конвенцию о правах инвалидов. Она ратифицирована Российской Федерацией, является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. И так как вот наша библиотека даже является таким
методическим центром. Сперва вот в первом блоке своей лекции я хочу вам сделать обзор по именно библиотекам. Обязательно проведите такую параллель, что касается этой деятельности и касается вашей деятельности. В районах все равно есть точки соприкосновения, когда статистика, деятельность, они похожи друг на друга. Вот на сегодня по библиотекам, сперва в вводной части своей лекции все-таки хочется обратить ваше внимание, что по именно библиотекам есть у нас цифры, да, мониторинг. В Республике Башкортостан на 1 января 2021 года проживает 241 743 инвалидов всех категорий. И по итогам анализов общедоступных библиотек за 2020 год у нас 1579 библиотек, всего лишь 313 имеют кнопки вызова и 332 оснащены пандусами. Такая ситуация и по всем учреждениям культуры. То есть обратите, пожалуйста, внимание, самое первое, чтобы обеспечить доступную среду, у вас должны быть кнопки вызовов и пандусы. И охват библиотечным обслуживанием инвалидов в муниципальных библиотеках Республики Башкортостан в среднем составляет 24,1%. То есть это очень мало, в принципе. Да, мы 100%, может быть, и не должны выводить культурные мероприятия, да, для охвата инвалидов, но должны все-таки стремиться к этому. Вот про это как раз хочу сказать, да, что доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками, составляет более 17 тысяч мероприятий, но это всего лишь 13,3%. То есть у себя тоже сделайте такой мониторинг и старайтесь привлекать все-таки инвалидов на свои мероприятия и в качестве участников, и в качестве ведущих, и в качестве главных героев. Это очень важно. И очень большая грантовая деятельность ведется в Республике Башкортостан, именно в библиотеках. Уверен, и у вас есть такая деятельность. Когда пишется грант на темы обслуживания инвалидов, то 30% он гарантированно выиграет этот грант, потому что и наш глава Республики Башкортостан, и в Российской Федерации это очень актуальная тема. Интеграция инвалидов в общество. Например, вот хочется рассказать вам, да, в Ишимбайской ЦБС реализован проект на грант главы Республики Башкортостан «Новые горизонты доступного чтения. Электронный читальный зал на службе незрячего пользователя». Очень хороший проект, он имеет уже резонанс, пользуются этим электронным читальным залом незрячие пользователи, так как он полностью адаптирован. И, конечно же, незрячим пользователям интересно не только наши фонды изучать, но и вот на местах такие ресурсы смотреть. В Каридельской ЦБС тоже реализован грант главы Республики Башкортостан «Деятели культуры и искусства» с проектом «Безграничные возможности». Здесь создано автоматизированное рабочее место для незрячего, слабовидящего в юношеской модельной библиотеке. Коллеги, к чему я это все рассказываю, чтобы вот вы тоже брали за пример указанный грант, что вы туда можете проекты свои написать, темы, что тоже любую тему можно же развить, можно описать. Мекинская ЦБС стала победителем конкурса «Общее дело» благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом онлайн-познание в номинации «Музей, культура, новая форма». Вроде бы только библиотека, а выиграли в номинации «Музей». То есть музей, обратите внимание, что вот есть и такие проекты. Цель проекта – социализация и самореализация детей на базе Мекинской библиотеки и через создание в центре Благо-Арт онлайн-обучения. То есть детская библиотека полностью задействована в такой деятельности. ЦБС города Кумертау выиграли грантовый конкурс Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди». Видим руками, слышим сердцем. Основная цель проекта – создание тактильных книг для слабовидящих детей. Акцент вроде бы именно на нашу категорию, инвалиды по зрению, но, как я уже сказала, тему можно развить.
В рамках национального проекта «Культура» в республике были открыты 4 библиотеки нового поколения. Это Благоварский, Дюртюлинский, Илишевский, Туймазинский районы. В этом году 5 районов, 5 библиотек тоже готовятся. Все библиотеки обеспечены условиями доступности для маломобильных групп населения. Коллеги, вот даже с этих районов вы можете обратиться к своим коллегам за помощью, обязательно сделать экскурсию со своей категории пользователей, можете сходить и стать пользователями данных учреждений культуры. То есть вот смотрите, как очень красиво и как все доступно. Есть у нас центры по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья в Республике Башкортостан. Это в Ургазинской центральной библиотеке создан центр библиотерапии «Доктор Книга». В Ташкуровской сельской библиотеке, которая размещена в многофункциональном центре культуры Балтачевского района. Видите, да, работа инклюзивной творческой лаборатории, мастерская, рукодельные чудеса с членами клуба «Сердеш». В детской модельной библиотеке Мишкинского района работает мастерская марийского декоративно-прикладного искусства «Берегиня». Как я уже сказала про Микинскую детскую библиотеку, в интеллект-центре города Салават, в техноцентре «Гармония», реализуется творческий проект по тестопластике. То есть здесь вот включить фантазию, и проекты можно любые написать. Ну и вот дальше видите на слайде, как работает Уфимская ЦБС, Стерлитамак, детская система города Уфы. Детская система города Уфы вообще они молодцы. Даже можете зайти на их сайт, посмотреть, с какими проектами они работают и как ярко они охватывают данную категорию. И вот наша библиотека тоже разносторонне обеспечивает информацией нашу категорию читателей. У нас есть и бенефисы одного читателя, и Тифлофестиваль «Многоголосие земли» в Башкирске у нас прошел. У нас существует театр книги «Балаганчик», кукольный театр книги «Волшебная лампа». То есть всесторонне развиваемся. Да, помним всегда, что мы учреждение культуры, что мы должны использовать и арт-терапию, и книготерапию, и театр-терапию, и обязательно социокультурную реабилитацию мы должны осуществлять. У нас с 2007 года ежегодные республиканские конкурсы, где у нас принимают участие не только библиотеки, но и общеобразовательные учреждения, и детские сады, и реабилитационные центры. И вот тоже имейте в виду, что мы ежегодно объявляем на нашем сайте brsbs.ru, вы можете эту информацию взять и обязательно принимать участие. То есть республиканские творческие конкурсы среди детей-инвалидов, они обычно по 3 номинациям проходят по творческим, и каждый год темы меняются. Вот в этом году мы объявили конкурс «Любимые книжки девчонок и мальчишек». И имейте в виду, всегда надо мониторить сайты, мониторить интернет, на каких всероссийских конкурсах могут принять участие ваши пользователи, которые имеют ограничения возможности здоровья. Можете прям заскринить вот этот слайд и уже вот принимать участие. То есть вы будете как организаторами, заявителями, и ваши пользователи примут участие, и, конечно же, тем самым вы сделаете интеграцию в общество вашего пользователя, и к вам будет доверие, к вам будут приходить, тем самым поднимется и ваша статистика. Первый блок, такой вводный курс в нашу деятельность, в то, что мы методический центр, на этом завершается. Сейчас я начну основную свою тему по праву на получение информации граждан, по, значит, правовым документам, какие нормативные акты вы должны использовать в своей работе. А пока заскриньте вот этот слайд, вы можете обращаться к нам и по электронной почте, и по телефонам, и обязательно изучите наш сайт. У нас сайт на 2 языках, на русском, на башкирском языках. Он полностью адаптирован под инвалидов по зрению, и там есть необходимые ресурсы и для вашей работы, и для ваших пользователей.
пользователей, не только для библиотек. Есть очень полезные ссылки, разделы. Так, закрываю эту презентацию и начинаем правовые. Так, правовое регулирование деятельности по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и иных нормативных правовых актов. Организации контроля за обеспечением доступности объектов и услуг. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений и государственной политики, и нашей деятельности. И механизм обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказание им при этой необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти в установленных сферах деятельности через утверждение отраслевых порядков доступа инвалидов к объектам и услугам. В течение последних лет в Российской Федерации с целью реализации положений Конвенции о правах инвалидов актуализирована правовая база для создания доступной среды для инвалидов. Конвенции о правах инвалидов рекомендовано предоставлять при обслуживании инвалидов различные виды услуг помощников, посредников, в том числе проводников. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года номер 181 Федерального закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации установлена необходимость сопровождения посетителей инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание работниками организации помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг инвалидами наравне с другими лицами. То есть является пользователь ваш инвалидом, является ли он, может быть, просто с ограниченными возможностями здоровья, вы обязательно должны сопровождать. Вы обязательно должны быть готовы к встрече его. Я уже говорила про кнопки вызова, про пандусы. У вас должен быть либо выделенный человек, либо все сотрудники должны иметь в виду, как обращаться с такими пользователями. Участники системы формирования доступной среды – это, конечно же, органы власти, которые вам выделяют финансирование, утверждают, согласовывают ваши локально-нормативные акты. Это вы, поставщики услуг, учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности и форм собственности. Какой бы формой собственности, ведомственной принадлежности вы не были, вы обязаны обслуживать инвалидов. Ну и потребители – это представители интересов инвалидов, да, общественные объединения инвалиды и сами пользователи. Вот эти вот все три пункта – это участники мероприятий по организации доступной среды. Нормативная правовая основа, основные понятия, современные подходы к созданию условий доступности среди инвалидов и других категорий населения, маломобильных категорий населения. Это значит, маломобильные группы населения – это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. То есть обратите внимание, да, кто сюда относится. Это инвалиды, это люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и тому подобное. Вот это вот все, согласно, слева вот видите, да, рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Тоже заскриньте, пожалуйста, этот документ, что согласно него у вас должна быть обеспечена доступная среда. То есть, опять-таки, при заявке на ремонт, вот даже на эту кнопку вызова, на пандус, вы можете обращаться именно к этому документу, ссылаться на этот документ и грамотно заполнять уже ваши заявки. Обратите внимание, пожалуйста, вот на такие графические отображения. То есть, если у вас обеспечена доступная среда, если вы можете
обслуживать, например, передвигающихся на креслах-колясках, можете обслуживать, у кого есть полное нарушение слуха, то есть у вас есть сурдопереводчик, например, да, то вы делаете вот такие графические отображения уже у вас на зданиях, на помещениях, просто на кафедрах. Вот имейте в виду, что есть такие графические отображения, и к ним есть такие буквенные обозначения. Я уже неоднократно говорила про Конвенцию о правах инвалидов ООН, что инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равные права на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. Вы всегда должны помнить этот пункт. Я сама как работодатель, я сама как руководитель такого учреждения культуры всегда пляшу от проверяющих органов. И самые первые, вот когда даже прокуратура приходит, они ссылаются вот на этот пункт, каким образом у вас обеспечены эти равные возможности. Может быть, к вам и никогда, например, в библиотеку, да, например, в музей, может, никогда и не придет инвалид по зрению, но у вас обязательно должны быть адаптированные музейные экспонаты, адаптированные книги, чтобы обязательно вы смогли обеспечить эту равную возможность, обеспечить его информацией. И они, ссылаясь на это, прокуратура штрафует. Ну и чисто по-человечески, да, чисто из моральных побуждений вы всегда должны быть открыты для такой категории. Да, есть у нас в Российской Федерации очень известная государственная программа «Доступная среда». К сожалению, не все являются его участниками, не все могут получать деньги через эту программу, хотя и на федеральном уровне, и на республиканском, и в муниципальных районах, да, эта программа активно работает. Иногда просто мы не умеем писать заявку, не знаем, куда обращаться. Так вот, знаете, что есть такая программа, и согласно него даже пандусы, поручни, литература, музейные экспонаты, даже санитарные комнаты могут отремонтироваться. Просто надо хорошо знать эту программу и на нее ссылаясь, опять-таки писать заявки. Также у нас существует федеральный закон 419, он с 1 января 2016 года, где у нас отражаются отраслевые принципы в работе по формированию доступной среды, новые задачи и ответственность органов власти, организаций, в том числе даже негосударственных, по соблюдению прав инвалидов во всех сферах жизнедеятельности и новые принципиальные подходы к решению проблем доступности. То есть в приоритете мы делаем акцент на услугу. Какую услугу мы предоставляем для инвалидов. Конечно же, приоритетные сферы жизнедеятельности в этом законе указаны, да, это и здравоохранение, и образование, и соцзащита, и бытовое обслуживание. В нашем случае мы всегда делаем акцент на культуру и на информацию и связь. То есть мы сами являемся предоставителями этой услуги по части культуры, по информации и связи, и мы его 100% должны обеспечить для инвалидов. В Конвенции ООН о доступности есть, значит, такие термины про инвалидность. Она является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами. И они часто мешают эффективному участию в жизни общества наравне с другими слоями населения. И для того, чтобы устранить эти барьеры, надо принимать меры по обеспечению инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникативные технологии и системы, а также и другим объектам и услугам. Эти меры включают выявление, устранение препятствий, барьеров, мешающих доступности. Было сделано
забыла уже, как называется эта организация, которая мониторит состояние именно по доступной среде, про приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. То есть вот именно когда человек обращается за услугами, например, в сферу потребительского рынка, например, в сферу физической культуры и спорта, какая доля обеспечения есть по доступной среде. Да? Видите, что некоторые пункты совсем пустые, а некоторые стремятся к тому, чтобы 100% обеспечивать. То есть у себя тоже делайте такой мониторинг по своим мероприятиям, какой процент составляет у вас посещение инвалидов ваших мероприятий. Ну и вследствие чего сделайте мониторинг, почему они к вам не приходят или почему приходят только на определенные мероприятия, а на другое не могут. Вот. Барьеры окружающей среды, здесь вы вот как раз и по себе выявите, да, какие барьеры есть. Это физические, что у вас по архитектурно-планировочным моментам они не могут к вам приходить, да, например, колясочники. По информационным, то есть вы не можете им, например, у кого тотальная глухота, не можете им обеспечить того же сурдопереводчика, и он к вам просто не сможет прийти, потому что вы не сможете ему объяснить, какого рода мероприятие сейчас у вас идет. Да? Организационные моменты, то есть вы не сможете просто организовать услугу, потому что у вас нету технологии, опять-таки вот тот же спектакль, например, у вас нету, если специалиста по тифлокомментированию, это человек, который специалист, который комментирует, что происходит на сцене, вы спектакль просто не сможете показать инвалидам по зрению, например, да. Ну и отношенческие барьеры, это когда очень часто мы встречаемся с тем, что общество просто брезгует инвалидами, просто отказывается общаться с ними, просто говорит, я не умею с ними общаться и поэтому отталкивает. И вот эти все барьеры, уважаемые коллеги, надо убирать. Да, надо начинать снизу, убирать отношенческие, коммуникативные, этичные моменты. И вот даже сегодняшние курсы, может быть, вот этот барьер даже уберут. Вы уже поймете, что это инвалиды, это обычные люди, это ни в коем случае нельзя к ним относиться как обиженными судьбой. Просто вот у них такая миссия, но они очень жизнелюбивые, очень целеустремленные. Да? Наверное, многие знают вот даже Рустама Набиева, яркий пример даже у нас в Республике Башкортостан, как у человека, несмотря ни на какие барьеры, есть цели, которые он достигает. Вот, и как к нему с уважением относимся, так и ко всем. Пусть вот у Рустама, например, нету ног, да, а у кого-то нету зрения. Ко всем надо с уважением относиться. И уже, когда мы уберем барьер отношенческий, само собой у нас будут находиться выходы, как и организационные, и информационные, и физические барьеры убирать. Будут приходить идеи. Главная проблема обеспечения доступности для инвалидов инфраструктуры, услуг и всех сторон общественной жизни – это, конечно же, не в совершенстве законодательства. Очень многие законы вроде бы и охраняют, защищают, да, но некоторые еще надо дорабатывать. Но наше государство работает над этим, работает над привлечением средств, ну и, конечно, над обучением специалистов, чем мы и сегодня вот занимаемся, да. Ну и, как я говорила, отношение большинства людей к инвалидам, оно не такое, как ко всем. Ну и создает барьер, который никакими перилами, пандусами только не преодолеть. Уважаемые коллеги, вот вам обязательно надо обратиться
к своей статистике, обратиться к своей деятельности. И если у вас даже вышестоящие органы не требуют вот такой доли, да, у себя частенько мониторить вот эту долю инвалидов, которые положительно относятся и к населению, и к вашей деятельности. Вот на сегодня это всего лишь 52,5% по Российской Федерации. То есть опрошенные инвалиды вот считают, что к проблемам инвалидов положительно относится только половина населения. Вот эта вот доступная среда программа, да, она очень эффективна на сегодня, если даже вот смотреть даже по городу Уфе, и показатели эффективности, вот они на экране отображены, они стремятся к 100%, но мы с вами тоже в этом должны помогать, да, писать заявки, потому что вышестоящие органы вас не всегда видят ваши потребности, поэтому эти потребности, заявки должны исходить от вас. То есть приоритетные объекты, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения, мы с вами вместе должны увеличивать. Есть приказ Министерства труда России от 30 июля 2015 года, номер 527, порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказание им при этом необходимой помощи. Как будто бы этот документ не касается учреждений культуры, но, конечно же, касается, потому что нам тоже надо обеспечивать объекты. То есть, опять-таки, повторяюсь и несколько раз буду повторять, когда пишете заявки, когда пишете гранты, можете ссылаться на этот документ, что вы его должны соблюдать, но для этого вам не хватает вот того-то, того-то, того-то. И писать уже заявки. Отраслевыми порядками данного положения и показателя следующие, значит, пункты. То есть обеспечение доступности объектов, создание условий доступности услуг вы можете применять, да, при формировании заявки даже. По дополнительным условиям или формам предоставления услуг в различных учреждениях они могут быть разные. И самое основное, ребята, на сегодня это даже очень актуально, начались независимые оценки качества услуг, и по ним у нас обязательно должны быть паспортизации объектов и услуг. То есть паспорт по доступности у нас должно быть. Про паспорт доступности и следующие лекторы будут рассказывать, кто его должен делать, кто его должен согласовывать, кто его должен разрабатывать, какая ваша роль в паспортизации. И очень полезно вам узнать, чтобы не вариться в собственном соку, от чего все должно начинаться. Обязательно, значит, порядок определения доступности услуг, объектов у вас должны быть закреплены в локальных документах. Это то ли устав, даже коллективный договор, может быть отдельное положение об обслуживании инвалидов. И, конечно же, в должностных инструкциях выделенных сотрудников обязательно должны быть эти порядки отражены. Подготовленность персонала, инструктаж. У вас должен быть обязательно даже заведен журнал инструктажа по оказанию помощи и сопровождению. Отражение реализации порядков на информационных ресурсах, на сайтах организации. То есть у вас должна быть информация для определенной категории инвалидности, что вы можете предоставить для детей инвалидов, для взрослого населения. Обязательно на это акцент вы должны делать. То есть инвалид, который сейчас очень активно пользуются интернетом, компьютером, когда зашли на ваш сайт, на вашу страничку в социальной сети, он должен видеть, ага, вот на это мероприятие я могу прийти, потому что там я на своей коляске смогу проехать, потому что там будет тифлокомментирование, будет сурдопереводчик и так далее, и так далее. То есть обязательно отражайте на своих информационных площадках данную информацию.
По паспорт доступности, в каком учреждении разработать и утвердить паспорт доступности или реабилитационный паспорт. Вот эти два, пожалуйста, названия документов запомните. Если вам сегодня даже не покажется актуальным, то все равно рано или поздно вы придете к тому, что эти два документа у вас должны быть. Паспорт доступности объекта и реабилитационный паспорт, в которых обязательно у вас характеристика объекта, предоставляемых услуг, оценка доступности объекта должно быть отражено, оценка доступности услуг для маломобильных групп населения и управленческое решение в конце этих документов должно быть по видам, объемам, срокам работ для обеспечения доступности объекта и услуг для основных категорий. Сразу знаю, что будут вопросы, кто же должен делать этот паспорт доступности. Нет, не вы, вы просто предоставляете информацию, доступ к своему учреждению для организации, которая занимается составлением паспорта доступности и реабилитационного паспорта, то есть предоставляете свой мониторинг. Но бесплатно вы не сделаете этот паспорт доступности, он, к сожалению, платный. Вот сейчас даже мы даже такая вот библиотека, да, вроде бы сами смогли бы сделать, но нет. Там есть очень много пунктов, которые должны согласовывать и общественные организации инвалидов, и вышестоящие наши учреждения. Но вот чтобы у вас на слуху был, что паспорт доступности и реабилитационный паспорт, вы сами отдельно даже можете изучить вопрос, он есть и на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты, шаблон этого паспорта есть, вот имейте в виду, может быть у кого-то он уже есть, и это очень хорошо, делается он на 5 лет, вот, а кому-то предстоит. Если какие-то вопросы будут возникать, тоже обращайтесь. Что знаем, обязательно объясним и дадим информацию. Ну и, уважаемые коллеги, чтобы вы в своей работе использовали такой наш опыт, у вас должна быть дорожная карта по обслуживанию инвалидов. Это даже для своей работы, для даже тайм-менеджмента, для организации стратегического плана вам поможет. То есть сделайте вот такую таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг. Просто по такой таблице будете уже планировать из года в год, сколько вы планируете охватывать услугами, сколько вы планируете свои объекты обеспечить доступной средой. Перечень мероприятий тоже, наименование мероприятия, согласно какого нормативно-правового акта вы его будете проводить, кто у вас ответственный исполнитель, срок реализации и планируемые результаты. Это вот такой чек-лист для вас, уважаемые коллеги, который вам поможет организовать именно эту работу. И вот, как я уже сказала, даже при составлении паспорта доступности вам будет от чего отталкиваться, что вот у вас эта работа есть, вот вы планируете, и вот у вас есть уже отчет по данным направлениям работы. Отраслевой порядок обеспечения доступности объектов и услуг – это вот дорожная карта. Если вы его можете составить, начиная прямо с сегодня, да, например, на 2021 год, это план поэтапного повышения показателей доступности объектов и услуг. И отраслевой порядок – это, конечно же, паспортизация объектов и услуг. Это и реализация управленческих решений. То есть, когда у вас будет такой паспорт, у вас обязательно в конце этого паспорта будет вердикт, какие управленческие решения должны приниматься, чтобы обеспечить стопроцентную вашу доступность. И по обеспечению доступности объекта, и по обеспечению доступности услуг, и по инструктированию обучения персонала. У вас вот самый последний пункт сегодня, завтра, он уже реализуется. У вас уже будет удостоверение, лицензионное удостоверение, что вы прошли обучение. Виды контроля в сфере доступности объектов и услуг, он разносторонний, он есть и государственный, и негосударственный. Проверок, конечно, в нашей жизни хватает. Самое первое, это, конечно же, прокуратура.
Дальше частенько к нам приходят органы социальной защиты населения, да, уполномоченные органы, которые должны у нас проверять, сколько даже инвалидов мы трудоустраиваем, как мы им здесь обеспечиваем безопасное, доступное пользование нашими услугами. Распределенная проверка даже бывает, да, что, например, пришли из правительства и с Министерства культуры. Например, пришли из Министерства культуры и из Министерства семьи и труда. И у вас там на местах то же самое. Все это, конечно же, соответствующими законами регулируется. Вот. И есть негосударственные такие проверки. Буквально года 2 тому назад и нашу библиотеку, общественные организации инвалидов, общественная организация общества слепых, общества глухих по одному, значит, эксперту взяли, и в количестве 6 человек вот такой общественный контроль к нам тоже приходил. Проверяли все, начиная от пандуса, поручней, санкомнат, и у нас всю жизнь это доступная среда, и вот программы даже в помине еще не было, но у нас уже была доступна среда, и у нас даже нашли изъяны. Ну и независимая оценка качества услуг, вот, соответственно, этого закона, сейчас даже скажу, что такое модное веяние, и согласно него и на сайтах у нас есть опросы, да, и у них очень такой большой чек-лист по пунктам, они смотрят, насколько мы востребованы, насколько мы предоставляем качественные услуги, и вот по части обслуживания инвалидов тоже, насколько мы обеспечиваем доступность услуг и объектов. И основной закон, второй закон после Конвенции ООН, да, о правах инвалидов, это закон 181 федерального закона, любимый закон прокуратуры, согласно которого они нас штрафуют, если находят нарушения. И согласно этого закона мы действительно должны обеспечить условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и, конечно же, предоставляемым в них услугам. И условия для беспрепятственного пользования информацией. То есть, начиная уже от входной группы у вас должна быть информация, должны быть наклейки, для инвалидов по зрению по Брайлю должны быть вывески, озвучивание должно быть, да, вот если у вас будет такая возможность, приходите к нам на экскурсию и увидите, что около каждого кабинета у нас есть звуковое сопровождение, какой-то кабинет на русском языке, на башкирском языке. То есть вот этот, опять-таки, ведет к беспрепятственному пользованию информацией. Обязательно по этому закону каждый инвалид должен иметь возможность по самостоятельному передвижению по территории объекта, вход в такие объекты, выход, посадка в транспортные средства, да, у вас обязательно должна быть стоянка для инвалидов по всех категорий, кто водит, значит, автомобилем. То есть требований, конечно же, много, и мы потихоньку к этому стремимся. Ну и самое важное, которое вы можете обеспечить, это сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах. Надлежащее размещение оборудования, носителей информации, которые необходимы для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам. То есть у вас, как только вот вошли в помещение, да, должна быть информация для всех инвалидов. Вот в нашем случае у нас есть такая стойка для инвалидов по зрению, даже по ориентированию по помещениям. Да, она озвученная, очень дорогая, конечно же, да, но вот для инвалидов по зрению даже это может быть просто план по помещениям, сделанный по Брайлю, например. Но в идеале, если это по звонку выходит человек, специалист, который будет сопровождать любого инвалида. Дублирование информации у вас должно быть, да, как я уже говорила, сурдопереводчик, тифлокомментатор, то есть звуковая, зрительная информация. На сайтах у вас обязательно информация должна озвучиваться
надписи, знаки, текстовая, графическая информация должны выполнены быть шрифтом Брайля. И если вот у вас есть такая необходимость, да, по шрифту Брайля, мы вам сможем помочь, если это на башкирском языке. Где не сможем помочь, можем навести на организации, которые это делают. То есть есть уже наработки. Обязательно у вас допуск на объекты должны быть собак-проводников. Конечно же, у собак-проводников должны быть документы, и при наличии документов в транспорт, в учреждение культуры, в музей, в театр, в библиотеку обязательно инвалид по зрению собакой-проводником заходит. Оказание работниками организаций, предоставляющих услуг населению, помощи инвалидов в преодолении барьеров, которые мешают им при получении услуг наравне с другими. Понятен этот момент, да? Вот. И еще один очень полезный документ. Это когда вы вводите новые здания, новые помещения, и уже когда у вас есть помещение, и вы отремонтировали в идеале, вы пользуетесь, значит, вот этим федеральным законом 419 по части обеспечения доступности для инвалидов объектов. Тоже заскриньте этот документ, он вам тоже пригодится, когда даже заявки на ремонт, заявка на текущий ремонт, именно по созданию доступной среды. Извините. Так, принципиальные подходы к обеспечению доступности объектов и услуг. По вот этому 419 закону, значит, да, к новым объектам, какие у нас, значит, требования, и к действующим объектам до реконструкции и капремонта. Озвучивать уже не буду, времени остается мало. Так, в каждом учреждении организовать работу по обеспечению доступности услуг для маломобильных групп населения. То есть, пожалуйста, очень важный слайд. Вы должны обследовать, как говорил уже, паспорт доступности у вас должны быть, организационно-распорядительные документы, утверждающие порядок оказания помощи, то есть локально-нормативные акты, закрепление в должностных инструкциях персонала задач по оказанию помощи маломобильным группам населения, инструктаж персонала. Вот вы даже после этих курсов можете провести инструктаж и завести журнал. Что вот вы сегодня, завтра услышите, да, можете рассказать своим сотрудникам. Ну и наличие доступной информации для граждан-инвалидов о порядке организации доступности объектов, услуг, на сайте, стенде, в памятках, буклетах. Все это у вас должно быть. Конечно же, не могу не сказать, что будет, если вы всего этого не сделаете. Да? Вы несете ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Юридические, должностные лица несут, конечно же, административную ответственность и, к сожалению, в некоторых случаях даже уголовную ответственность. Есть кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, где это четко в статьях 9.13, статьях 5.43 и статья 11.24. Это все, к сожалению, отражено и имеет место быть. Обязательно, значит, в своей работе используйте технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Про этот пункт подробнее расскажет следующий лектор, что у вас доступность должна обеспечиваться согласно этого документа. Досягаемость, безопасность, доступность. Все это должно отражаться. Просто пролистну уже слайды, уважаемые коллеги, потому что у меня уже время. Вы можете просто заскринить данные слайды. У меня остается 3 минуты. Это вот все, что касается доступности именно объектов.
есть свод правил доступности зданий, сооружений. То есть обозначение доступности, универсальный проект, разумное приспособление. И вот варианты организации доступности, да, по варианту первому, значит, вы обеспечиваете доступность инвалиду любой категории до точки, где он может получить услугу, да, есть несколько вариантов. И вот по варианту Б он все услуги уже в начале своего, когда вот он уже пришел за услугой, в начале вашего учреждения может получить. Первый случай, наверное, для театров, а второй случай больше удобен для библиотек, для музеев, например, да, чтобы вам было понятнее. Вот. Ну и еще раз наши координаты, кто не успел в первой части моего выступления, вот, заскринили. Всем спасибо за внимание, надеюсь, была очень полезна. Какие есть вопросы? Если что, пишите в чат, коллеги. Все, спасибо за внимание. Передаю слово. Спасибо большое, Айгуль Рафаиловна. Далее я передаю слово заместителю директора Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых и недоухваченных Кучербаевой Ирине Николаевне, которая выступит с темой организации доступности объектов культуры для маломобильных групп населения. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Айгуль Рафаиловна сейчас вас очень подробно, детально ознакомила с документами, с законами, с конвенцией ООН, с нашими документами, которые касаются учреждений культуры. Но я хотела бы подробнее остановиться на организации, на доступности объектов культуры для маломобильных групп населения. И начать с того, какая у нас статистика по республике. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, на 1 января 2019 года в Республике Башкортостан проживает 295 020 инвалидов всех категорий, в том числе дети 14 559. И доля инвалидов от общего числа населения вы видите вот в процентном соотношении. В следующем слайде мы видим, сколько инвалидов по зрению из них, вот в общем таком соотношении, это 13 227 по республике человек, инвалидов-колясочников 7 010 человек и инвалидов по слуху 4107 человек. То есть инвалидов по слуху в меньшей степени по количеству. Еще раз вернусь к Конвенции ООН, потому что очень важный документ. Согласно статье 30 Конвенции о правах инвалидов, государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения для того, чтобы инвалиды, во-первых, имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах, имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру, другим культурным мероприятиям в доступных форматах, и имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную и культурную значимость. То есть, но вот без этого документа мы не можем уже пройти дальше и говорить о том, что должно быть дальше. А дальше необходимым условием реализации данных мер является паспортизация. Айгуль Рафаиловна достаточно подробно остановилась на этом документе, но я немножко как бы с другой стороны подойду. Вот на схеме видно, как выглядит пиктограмма, схема паспорта доступности, что каждый объект культуры, учреждение культуры должно иметь этот паспорт. Паспорт доступности объекта заполняется на основании анкеты обследования, то есть начинается все с анкеты. Сначала нужно ее заполнить. И подписывается руководителем организации, расположенной на обследуемом объекте. Обычно этим занимается, вот Айгуль Рафаиловна тоже говорила, что бесплатно это не получится сделать, аккредитованные эксперты этим занимаются.
Паспорт согласовывается с общественной организацией инвалидов, там, где вы проживаете, допустим, это муниципальная, может быть, организация, республиканская, региональная, осуществляющая свою деятельность по месту размещения объекта, как я уже сказала. Оригинал паспорта доступности и анкеты обследования хранятся непосредственно на объекте. А доклад о проделанной работе по паспортизации объекта направляется в вышестоящую организацию в установленном порядке. То есть вот в нашем случае, например, наша библиотека отчитывается перед Министерством культуры, так как мы подведомственны Министерству культуры. Что входит вот в основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений? Это, конечно же, территория, которая прилегает к зданию. Это входы или вход, если он один в здание. Это пути движения внутри здания, зона целевого назначения, целевого объекта. Ну, например, если мы говорим, все-таки мы библиотека, и мы больше будем обращаться к примерам библиотечным. Это, например, читальный зал, да, зона. И санитарно-гигиенические помещения. Вот такие зоны различают, вы можете их вот записать, чтобы иметь представление. Какие основные нормативно-технические документы? Вот они все на слайде, я могу их прочитать, могу не обязательно, наверное, но самые основные вы видите. Это доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, указатели тактильные и наземные для инвалидов по зрению. То есть открываете документы, эти ГОСТы и СНИПы, вы уже конкретно можете на них опираться, когда вы делаете доступным свои учреждения. Вот когда делаются капитальные ремонты или при строительстве новых зданий, к нам обращаются и спрашивают, какие документы мы можем использовать. Вот они очень важны, потому что без них просто доступную среду в учреждении не организовать правильно. И когда приходят проверки, то, конечно же, в руках у них имеются ГОСТы у проверяющих СНИПы, естественно, законы, различные порядки, осуществляющие деятельность учреждений. То есть они опираются на многие-многие документы, и вот эти ГОСТы соблюдать обязательно. Я их все, как говорю, уже не перечисляю. Какие основные требования обеспечения доступности и что к ним можно отнести? Это, конечно же, требования к созданию безбарьерной среды на объектах транспортной инфраструктуры, требования к созданию безбарьерной среды инфраструктурных объектов, должен применяться подход разумного приспособления. То есть, когда это нужно, внесение необходимых и подходящих модификаций. Допустим, если вы делаете ремонт, да, и они не становятся несоразмерными или не оправданным таким бременем. Бывает очень тяжело, например, сделать лифт, то есть это нереально сделать в каком-то учреждении, двухэтажном, трехэтажном лифт, тогда мы используем принцип разумного приспособления. То есть дальше я об этом немного еще к этому вернусь и скажу. Итак, доступность учреждений культуры начинается с доступности здания. Человек с ограниченными возможностями здоровья должен попасть в учреждение культуры и свободно и безопасно передвигаться. И только тогда можно говорить о доступности учреждений и мероприятий. Инвалиду по зрению или колясочнику очень сложно добраться до нужного объекта, если у него возникает препятствие на выходе из дома, например, лестница или крутое крыльцо, нет нормальной дороги и съездов с тротуара на дорогу. То есть уже выходя из дома могут быть вот столько препятствий. Наверное, вы слышали, иногда бывает в телевизионных программах, примеры нам показывают, когда инвалиды не могут выйти из дома месяцами, годами, потому что настолько много препятствий, живут на 5-м этаже, а дом 5-этажный, никакого лифта не предусмотрено, и сидит инвалид без различных коммуникаций, просто, я говорю, всю зиму может просидеть, никто его не спустит, без помощи он не может это сделать. Вот колясочнику иногда очень просто не переехать через бордюр, а незрячий может запнуться, упасть, получить травму. Сложно сориентироваться в самом здании, особенно в том случае, когда незрячий пришел в учреждение впервые.
На веб-сайте учреждения культуры можно открыть страничку, информирующую посетителей об оказываемых на объекте услугах инвалидам и о создании условий для посещения учреждений культуры инвалидами. Но самое основное, я, конечно, остановлюсь на что именно входит в понятие безбарьерной среды. Это, конечно же, территория объекта. И какие требования к территории объекта? В первую очередь должна быть обеспечена для людей с инвалидностью возможность широких пешеходных путей вблизи учреждения культуры. Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения по территории следует предусмотреть ровное, вот видите, здесь такие примеры есть, где выбоины всякие, имеющие на пути небольшие перепады, уровни должны быть сглажены, не скользкое, асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Для предупреждения препятствий рекомендуется покрыть поверхность дорожки направляющими рельефными полосами или яркой контрастной окраской. Оптимальным для маркировки считается ярко-желтый, оранжевый и красный, ярко-красные цвета. Хочется отметить язык знаков, который обязателен в использовании, когда мы говорим о безбарьерной среде. Они состоят из цветового, светового, тактильного, звукового и прочего кодирования. Позволяют решить целый комплекс информационных задач. Ориентировать, предупреждать об опасности и препятствиях, снижать зрительное утомление и тому подобное. Люди с остаточным зрением могут различать цвета, например, узнавать предметы на некотором расстоянии от них, если эти предметы были ранее рассмотрены ими на доступном для них расстоянии. Запоминая форму объекта, их окраску, они затем анализируют получаемые зрительные впечатления и сопоставляют с имеющимся опытом. Таким образом, наряду с эстетической функцией, цвет еще помогает и в ориентировке. Цветовое кодирование используется при решении следующих архитектурных задач. Для обозначения входных узлов в здании или в любое помещение учреждения культуры, выделение различных зон, например, начала, конца лестничного марша или пандуса, отдельных функциональных помещений. То есть, я дальше уже скажу о ступеньках, когда выделяется там нижняя и верхняя ступенька ярким цветом. Выделение различных зон, обозначение путей исследования посетителя. Для этого необходимо покрасить в разные цвета одинаковые, то есть похожие помещения, расположенные на одном уровне. Учитывается при этом и цвет мебели, и оборудования. На пути исследования посетителей до учреждения культуры или внутри помещения нужно выделить контрастным цветом поручни, ведущие к входу здания, перила, лестницы, часть пола или марша лестницы должна иметь цветовые различия в виде широкой полоски или линии со стрелками, обозначающие направление движения. А цвет дверных наличников или дверного полотна также должен контрастировать с цветом стен, а цвет дверных ручек с цветом двери. Видите, сколько контрастов должны мы учесть при, допустим, капитальном ремонте, если мы его делаем. Оптимальным для маркировки считается, как я уже сказала, еще раз напомню, ярко-желтый, ярко-оранжевый, ярко-красные цвета. Для инвалидов по зрению основная информация об окружающем мире поступает прежде всего в звуки и через тактильные ощущения, если он, например, тотально слепой. Звук наряду с цветом также оказывает весьма сильное психологическое и физиологическое влияние на человека. Но помимо всего прочего, для людей с проблемами зрения звук – это прежде всего важнейшая составляющая системы ориентации в пространстве. Если, например, в учреждении культуры, музее, библиотеке, в доме культуры расположено на улице, это учреждение расположено на улице с интенсивным таким движением транспортным, да, то ближайший к ней пешеходный переход должен быть обязательно оборудован светофором со звуковым сигналом. Вот возле нашей библиотеки есть такой светофор, потому что у нас проживает большое количество незрячих. Или звуковые маячки в виде радиоприемников устанавливать также непосредственно над входом в учреждение культуры. Вход в здание, в котором расположено учреждение, следует оборудовать доступным для инвалидов элементами информации об объекте. Переходим к
входной группе. Входная площадка при входе должна иметь обязательно навес, водоотвод, в зависимости от местных климатических условий, иногда и подогрев. Идеальный во всех отношениях вход в здание – это вход на одном уровне с тротуаром, без лестниц, без пандусов. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускающими скольжения при намокании. В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для инвалидов. Иногда возникает вопрос, можно ли предусмотреть доступ для инвалидов на колясках не через главный, а через служебный вход, ну, вот дополнительный вход. Если здание является памятником архитектуры, это, как правило, единственный возможный вход. В остальных случаях действует принцип, опять же, разумного приспособления. Вход делается там, где его проще организовать. Это не дискриминация по отношению к инвалиду. Иногда использование служебного входа в чем-то даже и удобнее, так как появляется возможность обеспечить индивидуальный подход к инвалиду, то есть как к вип-персоне. И он может незаметно для окружающих попасть внутрь помещения. При входе в учреждение культуры, при наличии лестницы обязательно должен быть пандус. То есть ширина пандуса тоже имеет определенные параметры. Она не должна быть меньше 0,9 метров. Уклон не более 10 градусов. Около пандуса должны быть поручни с закругленными краями параллельно пандусу и выступающие за длину пандуса на 0,3 метра. Поручни должны быть круглого сечения диаметром не более 3 и не более 5 сантиметров. Не менее 3 и не более 5. Поверхность поручней пандуса должна быть непрерывной по всей длине и строго параллельно поверхности самого пандуса. В начале и в конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,4-1,5 метра. Вот такие пандусы, образцы, о которых я говорила. Закругленные края мы видим, размеры соблюдены. Можете вот сфотографировать или сделать скрины размеров пандусов, уклонов. Ну и вот такие пандусы, примеры антипандусов, которые крайне неудобные. Такие пандусы не допускаются. И вот положительный пример – это наша библиотека, очень удобный пандус. Здесь имеется и кнопка вызова, мы видим центральный вход в здание, модернизированный пандус, смонтированы поручни, противоскользкое покрытие. Вот, например, главные входы в театрально-зрелищные учреждения следует предусматривать доступным для всех категорий посетителей. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса, делать доступными вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры, кулуары перед зрительным залом. Это тоже все обязательно. Итак, входная группа еще должна быть... Имеются вот такие подъемные устройства, они тоже могут быть очень разные. Это может быть и лифт. Лифт должен быть, иметь ширину дверей не меньше 0,9 метров. И может быть установлен специальный подъемник, как вот здесь. Целесообразно оснастить лифт звуковым тифлоиндикатором, озвучивающий информацию о движении лифта, кнопками управления с рельефно-точечным обозначением для слепых. Входная группа еще и модернизирована, может быть, с подъемными различными устройствами. Вот такие вот бывают различные устройства. Глубина пространства для маневрирования перед дверьми. Так, сейчас вот двери мы про двери сейчас поговорим. Перед дверьми от себя должна быть открываться и должна быть не менее 1,2 метра. А при открывании к себе не менее ширины 1,5 метров. Двери в здании помещения на путях движения инвалидов по зрению не должны иметь порогов, а при необходимости их устройства высота порога не должна превышать 0,025 метров. Прозрачные двери и ограждения следует
выполнять из удара прочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку, расположенную на уровне не ниже 1,2 и не выше 1,5 от поверхности пешеходного пути. Прямоугольник на 10 на 20 или диаметр 15 сантиметров. Как правило, это желтого цвета. Вот образец был наша библиотека. Выше фотография была. На путях движения инвалидов по зрению не допускается применять вращающиеся двери и турникеты. Вот слайд был выше, тоже вот турникет. Так, и ниже еще есть у нас слайд. Вот турникеты не должны быть. Рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», а также двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. То есть не должны двери сразу захлопываться и хлопать. 5 секунд должны быть такую вот иметь задержку. Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей должны иметь форму, позволяющую и не требующую применения слишком больших усилий и значительных поворотов руки и запястья, как вот здесь вот выше. Видите, какие ручки должны быть, образцы, и какие не должны быть. Ручки дверей, расположенные в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 метра. Пройдем дальше. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полоску. Такие полосы могут быть самыми разными, из различных материалов. Вот на фотографии мы видим, что они могут быть и пластиковые. Направляющие полосы из плитки могут быть железного материала. Но главное, чтобы они были не скользкие и удобные. Они, конечно же, должны предупреждать о различных опасностях на пути следования. Поручни должны быть обязательно непрерывными. Как правило, если прерываются, только если какая-то дверь или препятствие. А в основном, ориентируясь по поручням, незрячий должен попасть в объект туда, куда он направляется. Лестница, конечно, тоже очень важный объект для инвалидов различных нозологий. Лестница включает в себя ступени и поручни. Ступени неотделимы от поручней. Как уже отмечалось, самый удобный вариант для всех – это отсутствие лестницы. Но, как правило, мы не можем этого избежать, поэтому мы должны сделать их более удобными и доступными. Пологий уклон пешеходных дорожек или тротуаров до 5% не вызывает особых проблем для передвижения всех категорий населения. В местах перепада уровня, превышающих 4 см, между горизонтальными участками пешеходных путей или пола в зданиях и сооружениях, уже следует предусматривать устройство пандуса и лестниц. Это есть вот в СНИПе 3501. Ширина марша лестниц должна быть не менее 1,35 метров, то есть они не должны быть узкими. Не рекомендуется использовать для передвижения инвалидов по зрению открытые ступени, в которых есть только горизонтальные проступи, но нет вертикальных подступенков. Такие ступени не являются глухими, и обычно так сваривают железные лестницы. Инвалидам подниматься по ним неудобно, так как нога, не встречая упора, проскакивает под ступеньки. Для слабовидящих рекомендуется контрастная окраска ступеней, светлые проступи и темные подступенки. Это требование можно реализовать за счет подбора облицовочного материала соответствующих оттенков. На подходах к лестницам и препятствиям для инвалидов с недостатками зрения следует использовать яркую контрастную предупреждающую окраску, а также предусматривать наземные или напольные тактильные указатели. В соответствии с ГОСТом 52-875-2007 на первой и последней ступенях лестничного марша наносят сигнальные полосы, как я уже сказала, желтым материалом, ярким, образующим шероховатое и не скользкое покрытие. Вот как здесь пример, образец такой. Поручни, важная часть составляющей лестницы, рекомендуется использовать круглого сечения диаметром не менее 30 мм. Поручни
для детей не более 50 миллиметров. Форма и размеры поручней должны обеспечивать максимальное удобство для их захвата кисти руки. Неудобен, как обычно, очень большой размер, так и очень маленький. Расстояние между поручнем и стеной в свете должно быть не менее 40-45 мм. Поручни должны быть надежно, прочно закреплены, не поворачиваться и не смещаться относительно крепежной арматуры. Высота охватываемой поверхности поручня должна быть для верхнего поручня 900 мм, это для взрослых, и для нижнего поручня 700-750, это для людей либо маленького роста, либо для детей, миллиметров я имею в виду. Для удобства использования инвалидами по зрению поручней на изломе лестницы или в местах поворота или перехода с одного марша на другой не должны прерываться, то есть они должны как бы иметь продолжение. Вот слева рисунок, тут мы видим такой образец. В помещении доступных инвалидов по зрению не допускается применять ворсовые ковры с толщиной покрытия с учетом высоты ворса не более 0,013 метров. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Такие покрытия могут служить тактильной направляющей для незрячих и слабовидящих. Интерьер библиотеки может быть оборудован различными техническими устройствами со звуковыми сигналами, помогающими людям с особыми потребностями самостоятельно ориентироваться в пространстве. Незрячий человек также очень тонко реагирует на изменения акустических свойств помещений, поэтому рекомендуется покрывать пол разных помещений материалами с различной фактурой. В этом случае изменение звуков шагов и постукивание трости поможет незрячему определить свое местонахождение, местоположение. Тактильное кодирование построено на том, что пространство активно осваивается при помощи осязания. Вот здесь пример, это наша библиотека. Фактура поверхности позволяет использовать ее в качестве ориентира для распознавания функциональных зон библиотеки и на подступах к ней. Различные материалы, как я уже говорила и выше, это покрытие полов, парапетов, направляющих поручней, перил, помогает слепому человеку на пути его следования. Тактильными знаками в виде брайлевских надписей оформляются номера комнат и названия функциональных зон помещения. Речевой информатор для дверей. Вот в нашем случае здесь, как у нас в библиотеке, мы видим на рисунке справа, сверху, речевой информатор или говорящая табличка нот. Она является в настоящее время универсальным средством адаптирования помещения для людей с проблемами зрения. Достаточно на нее нажать, на эту кнопку тактильную, и информатор прочитает вслух всю информацию, которая была предварительно на него записана. Например, что расположено, санитарная комната, например, в этом помещении расположена, мы нажимаем и прослушаем. Да, действительно, здесь санитарные комнаты. Брайлевские таблички – это специальные рельефные указатели, выполненные шрифтом Брайля, предназначенные для тактильного восприятия информации незрячими и слабовидящими людьми. Вот Айгуль Рафаэловна уже упоминала, что в случае, если у вас есть в этом потребность, мы такие таблички, наша библиотека изготавливает. Ну и если говорить о доступной среде учреждений культуры, конечно же, мы не можем обойти санитарные гигиенические помещения. Они должны быть доступны для инвалидов всех категорий. Это и большая ширина дверей, и кабин, и поручни. Должна быть раковина в кабине. На кабине туалета должен быть знак доступности. В туалете для инвалидов следует предусмотреть установку кнопки вызова персонала, которую можно использовать с унитаза или от двери. Дверь в туалете для инвалидов должна открываться наружу. Туалет желательно оборудовать кнопкой экстренного вызова. Вот здесь на схеме мы видим, какие размеры должны быть двери для разворота коляски, да, какой размер помещения туалета. То есть он не должен быть маленький. Но вы, наверное, уже обращали внимание,
Если, может быть, и у вас уже в учреждениях есть такие санитарно-гигиенические комнаты, вот таким размером вы можете тоже снять эти размеры, сфотографировать или сделать скриншоты для себя, чтобы потом не искать. Ну, да, вот еще фотография туалета. Как я говорила, вот снаружи в двери должны быть обозначения тактильные, где можно просто потрогать и понять, что здесь, да, санитарно-гигиеническая комната, это звуковые сигналы, кнопки вызова. То есть все здесь вот на фотографии тоже видно. Какие должны быть краны, видите, как недопустимо. То есть мы должны очень легко дать инвалидам дать возможность пользоваться кранами. То есть вот такие краны, как слева, они допустимые. Сенсорный один кран, один с ручкой вверх-вниз и недопустимы ручки справа. Вот такие вот приспособления тоже в туалетах для колюшек, допустим, палочек, тростей должны быть держатели разных форм. Ну и, как я уже говорила, раз мы библиотека, мы библиотеке тоже уделим небольшое внимание. У нас среди слушателей нашего семинара есть и библиотекари тоже. И хотелось бы чуть-чуть остановиться на этом, какие должны быть проходы в читальном зале библиотеки. Согласно своду правил СП 59-13-330-2012, проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 метра. Размер рабочего места инвалида без учета поверхности стола должен быть 1,5-0,9 метра. Рекомендуется принимать оптимальные габариты площади поверхности стола читателям с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом. Это такой стол, это 1,5-0,7 в кабинах, полукабинах или кабинетах. Вот такого размера должны быть столы. В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения, читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны. То есть ГЕО 2,5% должно быть, большая освещенность должна быть. А уровень искусственного освещения читательского стола не менее 1000 ЛК. То есть вот такие вот требования к размерам читального зала, размеры между стеллажами. Вы видите, мобильные стеллажи невысокие, чтобы инвалиды-колясочники сами могли с верхней полки снять книги. Обязательно должны быть оборудованы вот такие стеллажи. Итак, возвращаясь к конвенции, без нее мы никак. Мы несколько раз, каждый из нас будет упоминать этот документ, чтобы он у вас отложился в голове, потому что мы вообще все документы ориентированы именно на Конвенцию о правах инвалидов, международный документ. Если учреждение культуры является частично доступным, возможно применение ситуационной помощи. Ситуационная помощь применяется для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций организма и структур, связанных с движением, в том числе с использованием кресел, колясок, для инвалидов со стойким нарушением функций зрения или структур глаза, а также со стойким одновременным нарушением функций зрения и слуха. Для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций обеих верхних конечностей, для инвалидов, имеющих нарушение слуха, для инвалидов, имеющих нарушение психических функций. То есть, если у нас не полностью доступно учреждение культуры, мы можем оказывать ситуационную помощь. Вот другими словами, еще раз повторяю, вот видимо, тут даже на фотографиях здесь понятно, что невозможно, нет подъемника, да, тут обязательно по пандусу помогает человек подняться человеку с коляской. Или, как вот тоже Юрий Фарма говорила, что мы ситуационную помощь оказываем иногда сразу от двери, если есть кнопка вызова, в учреждение звонит инвалид,
мы его встречаем на входе и оказываем все услуги, которые возможно оказать инвалиду данной категории. Поэтому очень важно, если учреждение полностью не обеспечено, оказывать такую помощь. Сотрудники должны быть обязательно обучены, и это прописано во многих документах, так как порядок обеспечения доступности культурных ценностей и благ, и касаемо там библиотек, музеев, такие порядки есть, их несколько документов, на которые мы ориентируемся. Вот для детей с ограниченными возможностями здоровья, например, целесообразно оборудовать игровые комнаты, которые оборудованы какими-то дополнительными элементами. Вот как в нашей библиотеке, они оборудованы различными развивающими играми. Приходя вот в нашу библиотеку, в детский центр «Лучик», ребенка можно занять и вот такими играми, которые здесь показаны. То есть у нас очень много книг для индивидуального такого чтения, когда сидит сотрудник библиотеки и подсказывает, и они вместе с ребенком изучают тактильные, рукодельные, например, книги. Не только они есть у нас рукодельные, но и печатные тактильные книги. Вот на фотографиях видно, но вам потом о них подробнее расскажут наши сотрудники. Вот как к вам попал инвалид в учреждение культуры, он уже у вас, и вот как сделать пребывание максимально интересным, приятным, комфортным для незрячего человека. Какие техники обеспечивают доступность культурным ценностям и благам? Сейчас уже очень много примеров, знаете, много крупных музеев, и вы, наверное, слышали, может быть, сами были в них, как они организуют интересно для своих посетителей, для инвалидов, именно показ своих объектов. Ну, например, подходы к отдельно стоящим экспонатам и витринам должны иметь ширину не менее 0,9 метров, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов не менее 1,2 метра. Если в экспозиции размещены компьютеры или интерактивные комплексы, их высота не должна превышать 1,2 метра, а свободное пространство перед ними не менее 0,9 или 1,5. 0,9 на 1,5. То есть вот такие вот требования. Специалисту по работе с инвалидами необходимо наметить и принять меры совместно с другими специалистами учреждений культуры по доработке оформления выставок, экскурсий, экспозиций и выбору экспонатов для представления инвалидам, особенно слепым. Но это имеется в виду, что необходимо наметить и принять меры, когда еще нет таких экспозиций, когда вы их только создаете. И почему мы постоянно в большей степени говорим все-таки о слепых? Потому что это такая самая тяжелая степень инвалидности в плане знакомства с миром, познания мира. Если инвалид-колясочник, он может, для него только, допустим, проходы там какие-то, и высота имеет значение, проходы здания, то он все видит, все-таки может подъехать, потрогать и глазами ознакомиться. То незрячие как раз-таки ничего не видят, и им очень сложно представить образ какого-то культурного объекта. И вот поэтому в качестве, именно слепым в качестве образцов, помогающих инвалидам получить представление о той части экспозиции или выставки, которая размещена в закрытых витринах. Например, слепой не может видеть, что в закрытых витринах, поэтому для них отдельно организовывают экспозиции. Допускается применение макетов, муляжей, рельефных рисунков, схем, различных планов, в том числе масштабных моделей архитектурных сооружений, животных, растений, транспорта, образцов оружия и так далее. Эти макеты иногда создаются музеями специально. Например, музей имени Нестерова года 2, по-моему, назад, они организовывали выставку живописи именно для инвалидов по зрению и привозили несколько картин, тактильных картин, где незрячие могли ознакомиться с мировыми шедеврами вот в таком исполнении, специальном исполнении.
Ну и существует ряд дополнительных требований к оформлению экспозиций, выставок и прочих в интересах инвалидов разных категорий. Например, если это интерактивный комплекс или экспонаты, которые приводятся в действие посетителями, то расположение клавиш, кнопок, управления и тому подобное должно быть рассчитано на инвалидов коляски, но не выше 100 сантиметров, то есть 1 метр, и не ниже 45 сантиметров. Расположение текстовых материалов не должно быть слишком высоко. Однако это требование невыполнимо. Шрифт набирается достаточно крупный, и полезно учитывать, что крупная печать, ясные указатели и краткие тексты с хорошим цветовым и тоновым контрастом облегчают доступ к информации как слабовидящим инвалидам, так и всем посетителям. Особо сложными являются случаи ознакомления с экспозицией, выставкой и прочих тотально слепых посетителей, ну, потому что я уже сказала, что для них в витринах, допустим, экспонаты просто недоступны. И для данной категории должен быть обеспечен доступ к открытым экспонатам на ощупь, так сказать. Возможны два варианта таких экспонатов. Интерактивный, предназначенный для всех посетителей, которые его активно ощупывают, трогают и тому подобное. Второй вариант – это открыто стоящие экспонаты, которые можно смотреть, в кавычках смотреть, то есть на ощупь смотреть только посетителям с ослабленным зрением. И лучше всего применение обоих вариантов. Важно, чтобы экспонаты, доступные слепым для осмотра, были снабжены не только обычной этикеткой, но и этикеткой, напечатанной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Брайлевские этикетки лучше изготавливать на прозрачном носителе и налагать их на обычные этикетки, экономя тем самым место и не нарушая дизайн экспозиции. В случае создания специальной экспозиции или выставки для слепых посетителей она должна играть роль дополнения к основной экспозиции или выставке учреждения культуры. Полезно, если экспозиции или выставки делать передвижными с расчетом их доставки в такие учреждения, как дома престарелых. Мы знаем, что там много маломобильных групп населения уже, это целая группа, можно сказать. Интернаты для детей-инвалидов, больницы, центры социального обслуживания и тому подобное, в том числе на массовые мероприятия, которые проводят общественные организации инвалидов. Вот такие передвижные выставки можно доставлять в указанные учреждения. Каждый сотрудник учреждения культуры должен помнить о праве доступа всех посетителей к культурным ценностям и об этичном отношении к инвалидам. Обслуживание этой категории посетителей имеет свою специфику. Вот представление об экспозиции, я уже говорила о незрячей, должен иметь возможность получить адекватное представление о музейном экспозиции, экспонате. Поэтому важно, чтобы для этой группы посетителей проводились отдельные и адаптированные экскурсии. То есть должен быть отдельный экскурсовод, как раз который готовит для таких посетителей выставку. Каждому музею необходимо определить, с каким же экспонатом могут прикасаться незрячие, а какие лучше оставить в покое. Экспонаты, которые разрешается трогать незрячим, нужно обозначить специальной табличкой с брайлевскими надписями. Специалисты, вот, например, Всероссийского общества слепых рекомендуют каждому музею определить два типа экспонатов. Те, которые разрешаются трогать всем посетителям, и те, которые разрешено прикасаться только инвалидам по зрению. Это общемировая практика. Все-таки инвалиды по зрению составляют сравнительно небольшую группу посетителей. Нагрузка на экспонат оказывается существенно меньше, если не все посетители прикасаются к ней, чем при всеобщем доступе. Поэтому вот рекомендуется, скажем так, сделать отдельные экспонаты и отдельные выставки для незрячих. Что именно хорошо, если в музее есть макеты и копии экспоната. Это дает возможность получить представление о тех вещах, которые недоступны для особых посетителей. Например, вместо прикосновения к царскому трону можно предложить незрячим людям познакомиться с его уменьшенной копией. Вместо старинной рубашки, которая находится под стеклом, можно принести похожую рубашку из научно-вспомогательного фонда или хотя бы кусок ткани, из которой она сделана. Как правило, стремление адаптировать экскурсию для незрячих посетителей идет на пользу и зрячим людям.
Ведь им тоже интересно прикоснуться к копии старинной вещицы, если это будет действительно там какая-то часть ткани. Интерактивные программы. При работе с незрячими посетителями разумно, конечно, задействовать все имеющиеся органы чувств. Именно так поступают в некоторых музеях. Например, в Московском музее Старый английский двор называется. Он расположен в одном из самых старых сохранившихся московских зданий, возведенный еще в начале XVI века. И во времена Ивана Грозного в этом здании находилась английская торговая миссия, которая одновременно выполняла и функции посольства. Это здание с низкими потолками, крутыми винтовыми лестницами. Там можно прикоснуться к старинной штукатурке, можно потрогать сундуки, лавки, посуду. Конечно, речь не идет о подлинных предметах XVI века, и слепые, и зрячие прикасаются к копиям, но они мастерски сделаны и дают представление об эпохе. В этом музее предлагают понюхать редкие заморские приправы, которые английские купцы в XVI-XVII веках доставляли в Россию. Там звучит старинная музыка. Видите, вот все органы чувств, вот, допустим, для незрячих задействованы, да, и звуки, и запахи, и прикосновения. В музее проводятся интерактивные программы для детей и взрослых, во время которых можно спуститься в подвалы, заняться поиском клада, то есть такие игровые какие-то формы. Посетители учатся по особенностям одежды отличать русских купцов от английских. Для них проводятся уроки арифметики и навигационного дела по старинным учебникам. Так организовали работу сотрудники этого музея. Еще можно, какие вот интересные техники, технологии использовать. Это вот зоопарк для незрячих детей. Интересные экскурсии для незрячих и слабовидящих организуют московские зоопарки. В так называемом контактном зоопарке, ну, мы знаем, и в Уфе есть контактные зоопарки, но не всегда они отдельно выделяют животных или какие-то макеты для незрячих. Здесь как раз дети могут осторожно прикоснуться к ежику, погладить кролика, сибирского полоза. Разумеется, далеко не ко всем зверям можно и нужно прикасаться, поэтому сотрудники зоопарка используют в своих экскурсиях и лекциях муляжи животных, различные игрушки. Работники приносят незрячим детям обрезки меха различных зверей. Кроме того, ребятам дают потрогать мешочки различного веса, чтобы малыш понял, сколько обычно весит мышка. Вот представляете, на вес, чтобы они определили, сколько весит кошка. Ведь детские игрушки не передают реальный вес животных. И если в доме, допустим, нет кошки, то, конечно, дети не все представляют, насколько она по размерам и весу в реальности существует такое животное. Если мы говорим о безбарьерной и доступной среде, конечно, мы не можем не упомянуть сайты учреждений культуры. Подробно я на этом не буду останавливаться, я просто как упоминание в рамках доступной среды о сайте говорю, что версия сайта для слабовидящих строго обязательна для сайтов социальных и образовательных учреждений России. Остальные могут делать такие версии по своему желанию, так как мы вот все-таки учреждение культуры, и для нас это уже обязательно. Для удобства своих пользователей и привлечения дополнительной аудитории со слабым зрением в этом случае часто достаточно поставить модуль увеличения размера шрифта. Например, вот, строго говоря, требования к сайтам для слабовидящих прописаны в ГОСТе 52 872 2012 интернет-ресурсы, так называется ГОСТ. Требования о доступности для инвалидов по зрению. Помимо ГОСТа существуют также международные требования. Но мы сосредоточимся именно на российском ГОСТе, когда вы в своих учреждениях будете устанавливать новые какие-то опции для незрячих на сайте. Именно российским ГОСТом будете руководствоваться, потому что прокурорские проверки сайтов опираются именно на него, и невыполнение этих требований чревато большой нервотрепкой для веб-разработчиков. О сайтах подробнее вам еще расскажут мои коллеги, которые будут выступать позже, сегодня и завтра.
Ну, мы все с вами, коллеги, являемся сотрудниками учреждений культуры. У нас существуют различные отчеты статистические, например, новые уже формы 2015 года уже внесены некоторые графы, но мы знаем, что и в прошлом году опять были внесены некоторые изменения. Это формы 6НК, 7НК и 8НК, музеи тоже. И у нас есть такие графы, когда мы должны давать сведения, насколько наши здания и помещения доступны для лиц с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. То есть вот то, о чем мы говорим с вами, оно должно все здесь фиксироваться. И персонал библиотеки у нас должен быть обязательно, мы даем ежегодные сведения, сколько прошли обучение и инструктирование по всем вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидов. Вот сегодня, завтра вы обучаетесь, затем получаете сертификаты, и вы можете уже заполнять вот эти в конце года сведения об обученных сотрудниках. Поэтому то, что мы сегодня делаем, обучаемся, это очень важно. Ну и еще раз говорю, что технический регламент о безопасности зданий и сооружений при наличии системных средств, учетом разумного приспособления. Вот, если объект невозможно приспособить, вы все равно должны стремиться к тому, чтобы он с учетом разумного приспособления был приспособлен каким-то образом. Даже то, что вы встречаете у дверей и провожаете инвалидов, вы тоже этим самым как бы обеспечиваете доступность своих учреждений. Еще один закон хотелось бы упомянуть, просто тоже вскользь. Это федеральный закон о государственной поддержке кинематографии Российской Федерации. В нем вот говорилось, что на производство национального фильма, если выделяются бюджетные средства, должно быть обязательно субтитрирование и тифлокомментирование. Но мы видим, что не всегда это и сейчас выполняется, к сожалению. Но тем не менее, есть уже очень много фильмов с тифлокомментированием, и мы видим передачи определенные, фильмы с субтитрированием. Поэтому у нас как-то вот в стране, хоть и не такими семимильными шагами, но мы к этому все равно идем, когда доступность фильмов и различных телевизионных программ обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием. Еще есть такие различные приложения для смартфонов. Есть одно приложение, называется «Тифлокомментатор». Ниже завтра, по-моему, расскажет наш сотрудник Фанурин Сайфетдинович более подробно, как им можно пользоваться. И вообще о тифлокомментировании, конечно, вам подробнее я тут... Так, вот это тоже об этом законе. Можете просто тоже скриншот сделать. И наша библиотека занимается тифлокомментированием, но у нас сотрудник тоже расскажет вам подробнее, как мы делали спектакли с тифлокомментариями, как мы делаем фильмы с тифлокомментариями. И мы вам предоставим просмотреть фильм с тифлокомментарием, чтобы вы имели представление, что это такое. Ну и хотелось бы вот упомянуть общие правила этикета при общении с инвалидами. Как я уже сказала, не все имеют представление, иногда просто боятся подойти к инвалидам. На что нужно обращать внимание? Это, конечно, прям непосредственно к человеку. Нужно обратиться, нужно пожать руку, например, особенно если это незрячий, он вообще не представляет, кто рядом с ним. Нужно назвать себя и других, если рядом кто-то еще. Нужно предложить помощь. Нужно адекватно и вежливо с ним общаться, с любым инвалидом. Ни в коем случае не опираться на кресло-коляску. Внимательно и терпеливо выслушать просьбы инвалида, если есть какая-то определенная просьба. Это расположение для беседы, то есть человек должен расположить, доброжелательно вести диалог, привлечь внимание человека. Ну и не нужно смущаться, подойти к инвалиду и предложить свою помощь. Это в первую очередь, а уже потом все остальное, наверное. Так как я уже заканчиваю, ближе к концу моего выступления, хотелось бы обратиться
к сайту Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Вот на этом сайте в разделе «Доступная среда» размещены необходимые для использования в работе нормативно-правовые документы, методические рекомендации. На сайте вы видите ссылки, где найти различные материалы. Там можно найти инструкцию по обучению специалистов учреждений и организаций, форму журнала учета инструктажа специалистов, проект приказа по назначению сотрудников учреждений, ответственных за обеспечение доступности услуг для инвалидов. Ну и чтобы обезопасить себя от проверяющих органов, нужно издать все рекомендованные приказы, завести журналы и так далее. И вот на сайте как раз вот эти ссылки, вы можете пройти по ним и все эти документы скачать. Наша библиотека также занимается и научно-методической работой, поэтому мы каждый год издаем методические рекомендации и для библиотек, и для учреждений культуры. Вот здесь на слайде вы тоже их видите. Вы можете у нас их и приобрести, и купить, потому что они, на мой взгляд, очень полезны в работе. Например, вот методические рекомендации для учреждений культуры по созданию условий для участия инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и культурно-досуговых мероприятий. Вот первая, которая слева, сверху. И обеспечение доступности библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности. Но здесь могут все учреждения культуры использовать эти методические рекомендации, потому что там достаточно универсальные они. Ну и так далее. Например, волонтер для слепоглухого, доступная среда в библиотеках, киноафиша «Смотри на меня как на равного», здесь о фильмах с тифлокомментариями, ну и так далее. То есть такие методические рекомендации вы можете у нас тоже приобрести. Ну и так, заканчивая свое выступление, хотела бы сказать, что права людей с ограничениями жизнедеятельности на доступ к информации, к объектам, на участие в культурной жизни учреждения культуры гарантированы целым комплексом документов, но получат ли полноценный доступ к информации пользователей с ограничениями жизнедеятельности к учреждениям культуры зависит, конечно, в первую очередь от нас, не только от законов, но и от нас. В Декларации независимости инвалида активист движения в защиту прав инвалидов, американский адвокат Норман Кёнг написал: «Помогите мне познать то, что я хочу». Я думаю, что самая основная наша задача — это как раз помочь людям познать то, что они хотят. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чате, мы обязательно на них ответим. Всего доброго. Ирина Николаевна, был вопрос в чате на канале YouTube насчет табличек по шрифту Брайля. Вы изготавливаете их платно или бесплатно? Да, платно, но цена символическая. Это нужно позвонить. Вот у нас есть контакты как раз на последнем, вы видите, слайде, да? Контакты есть. Позвоните, пожалуйста, и мы договоримся. Да, платно. Еще есть вопросы? Еще был вопрос, какая периодичность проведения инструктажа с сотрудниками. На него уже ответили, что нужно проводить при приеме на работу и ежегодно повторять. Да. И вести учет в журнале. Да, уже ответили, я поэтому говорю тоже, когда подтверждаю. Еще, если есть вопросы? Больше вопросов пока нет. Спасибо за внимание. Ну, теперь у нас перерыв полчаса до 11:30. Потом продолжим.
У нас сейчас просто оперативка срочно. Так, я вот... Ага, ну, сейчас я скажу, передам, ага, с другого компьютера. Так, вот я включила микрофон. Ага, хорошо. Ага. Ну, вас слышно сегодня хорошо. Меня хорошо слышно? Да-да-да. Ну да, хорошо, ладно, тогда 30 минут я выхожу. Мгм, да. Ага.
Я вот видела получается, она вот так вот демонстрацию. И вот это сразу вот сейчас сцена ОБС. Мне кажется, это не это. Почему? Так, у тебя телефон сфоткан, но не вышел на это. Ты сфоткай вот это. Я вышла. Вот это тебе только? Ты не вышла на WhatsApp. Да, я посмотрю. Если это он, то просто его запустим. Все. Скорее всего, это он. Потому что больше ничего такого нет. Ну, я подойду, когда закончу. Так она вроде не, вроде что-то она говорила,
Даже вот факт не хочет тогда так. Директор сегодня написалась, я говорю, не ответил. Случайно туда докопать, не пришлось. Я говорю, что не знаю.
Давайте продолжим. Сейчас перед вами выступит заведующий инновационно-методическим отделом Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина Борисевич Ирина Михайловна с темой организации адаптивного и виртуального доступа к информационным ресурсам и услугам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Да, что я продолжу. Ага, хорошо. В ближайший час мы поговорим об организации доступа к информационным ресурсам и услугам для лиц с ограниченными возможностями здоровья, доступа как адаптивного, так и виртуального. Затронем этапы взаимодействия с инвалидами разных категорий, рассмотрим на примере нашей библиотеки и примере других учреждений культуры. А также в конце часа у вас будет возможность проверить себя в небольшом тесте. Я предложу вам тест на усвоение материала. Для того, чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья почувствовал себя полноценным членом общества, необходимо создать условия для преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему разные с относительно здоровыми людьми возможности участия в жизни общества. Непременным условием полноценной социальной реабилитации является приобщение к информационным ресурсам. Поскольку информация помогает быстрее адаптироваться в обществе, она способствует развитию творческих возможностей, самоутверждению личности и ее социализации. Поэтому все культурно-досуговые учреждения направляют много усилий на содействие творческой самореализации и личностному росту людей с ограниченными возможностями здоровья. Начнем с самих терминов, которые так нам часто встречаются. Это инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные группы населения. В Федеральном законе о социальной защите инвалидов Российской Федерации дано такое определение понятию «инвалид». Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. Установление инвалидности у взрослых и детей осуществляется при предоставлении государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. То есть у такого человека должна быть справка, подтверждающая факт установления инвалидности. Следующий термин – это лица с ограниченными возможностями здоровья. Это люди, имеющие недостатки в физическом или психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды. То есть, наверное, вы заметили, что законы учитывают разницу между этими понятиями. То есть лицо с ограниченными возможностями здоровья, не будучи признанным в установленном законном порядке инвалидом, тоже может иметь свои образовательные и социальные потребности. Наряду с термином «инвалид» в нормативных актах и специальной литературе используется также такой термин, как «маломобильные группы населения», который определяется как люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, при получении услуги, информации. Вот исходя из слайдов, можно посмотреть, кто относится к маломобильным группам населения. То есть это лица с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта, с нарушением зрения. Сюда также относятся беременные женщины, люди преклонного возраста, дети и другие категории. То есть можно обобщить, потому что это общепринятая формулировка, и, то есть такая более широкая категория людей, включающая в себя инвалидов, и уже понятно по этому слайду, кто относится к этой категории. Начнем со знакомства нашей библиотеки. Башкирская государственная республиканская специальная библиотека для слепых именем Карима Хусейновича Тухватшина. Это одна из крупнейших специальных библиотек Российской Федерации. Мы являемся республиканским хранилищем литературы для инвалидов по зрению, являемся информационным центром для инвалидов разных категорий. Услугами пользуются незрячие, слабовидящие читатели, как взрослые, так и дети, члены их семей, инвалиды других категорий, специалисты, которые занимаются проблемами обучения,
воспитания, социальной реабилитации. То есть наша библиотека сформирована как многофункциональный центр. Обслуживание в читальном зале, на абонементе, комплектование, методическая, культурно-массовая работа. Все это позволяет осуществлять нам просветительскую, социально-реабилитационную, информационную функции. Обслуживание инвалидов и других маломобильных граждан в нашей библиотеке осуществляется в 3 режимах. Первое – это библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание в стенах библиотеки. Второе – это внестационарное обслуживание. Сюда входят библиотечные пункты, заочный абонемент, обслуживание на дому. Надомный абонемент – это обслуживание на дому пожилых, одиноких, незрячих брайлистов. Заочный абонемент – это обслуживание инвалидов по зрению в районах и городах республики через почту. И третий режим – это библиотечное, библиографическое информационное обслуживание в удаленном режиме, в том числе посредством интернет. То есть это все наши услуги, которые мы предоставляем. В состав нашей библиотеки входит 3 филиала в городах Белебей, Белорецк, Стерлитамак, а также широкая сеть пунктов выдачи. На сегодняшний день их 50. Они функционируют при первичных организациях, Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых, детских домах, при интернатах и муниципальных библиотеках. Несомненно, основным источником доступа к информации всегда был и остается фонд библиотеки. Основу его составляют специальные виды литературы. Сюда входят брайлевские книги, напечатанные рельефно-точным шрифтом, рельефно-графические пособия с изображениями, говорящие книги, записанные на диске и флеш-карты, которые можно прослушать на флеш-плеерах, и тактильные книги. Также в фонде есть и плоскопечатная литература, в том числе укрупненного шрифта. Пополняется наш фонд за счет собственной издательской деятельности. Главное направление – это выпуск книг в альтернативных форматах, говорящие книги на различных носителях, рельефно-графические пособия, в том числе и на башкирском языке. В своей деятельности мы основываемся на 4 параметрах доступности. Это досягаемость, безопасность, информативность и комфортность. Исходя из этих параметров, следует, что человек с ограниченными возможностями здоровья, который приходит в наше учреждение, получает возможность беспрепятственно двигаться по помещениям, пространствам благодаря созданным условиям в рамках программы «Доступная среда» и достигать места целевого назначения, своевременно получать информацию и необходимую услугу. Но я думаю, что на этих параметрах основывается деятельность многих учреждений и организаций. Главное условие эффективности культурно-досуговой деятельности – это понимание наиболее актуальных проблем тех или иных социально-культурных групп инвалидов. При построении культурно-досуговой работы необходимо обладать такой информацией, как количественные данные людей с дефектами разных типов, то есть либо на территории поселения, либо той категории людей, которые обслуживают учреждения, с которыми работает учреждение. Также необходимо знать их интересы, запросы, возможности каждой из этих групп и, не менее главное, представление о технологиях работы с инвалидами. Но прежде чем мы перейдем к этому, немного расскажу об особенностях организации культурно-досуговой деятельности. Во-первых, для того, чтобы подготовить мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно для детей-инвалидов, особенно если это крупное, значимое мероприятие, требуется немало усилий. Поэтому при организации подобных мероприятий необходимо сотрудничать с специалистами социальных служб, представителями общественных организаций инвалидов и других специалистов, например, дефектологов, тифлопедагогов, которые хорошо знают специфику работы с каждой группой людей. Во-вторых, приветствуется возможность делать мероприятия интегрированными, когда создаются равные возможности для людей с когнитивными нарушениями и без них.
поскольку совместная деятельность здоровых и особых людей поднимает жизненный тонус, создает положительный эмоциональный настрой. Также необходимо включать мероприятия элемента арт-терапии. Можно проводить мастер-классы, творческие, устраивать мастерские, спортивно-оздоровительные мероприятия, терапевтические мероприятия. Все это очень важно в работе с людьми данных категорий. Для всех категорий самым таким, наверное, общим правилом является, что на начальном этапе при входе в учреждение культуры на видном месте всегда должна быть расположена схема, мнемосхема, либо выдаваться памятка, по которой инвалиды могут составить представление о наличии и размещении в здании, к примеру, доступных лифтов, санитарных комнат, телефонов, то есть то, что им может пригодиться. В залах и на объектах должны быть размещены соответствующие пиктограммы. Но о пиктограммах каждой категории инвалидности я скажу чуть позже. То есть общие правила такие, полезно учесть и необходимо помнить, что крупная печать, ясные указатели и краткие тексты с хорошим цветовым и тоновым контрастом облегчат доступ к информации, к услугам, как слабовидящим инвалидам, так и всем посетителям. Ну и вот теперь непосредственно перейдем к каждой из групп инвалидности. Допустим, к вам в учреждение пришла такая категория посетителей, пользователей, как инвалиды по слуху. Сюда относятся и глухие, и тугоухие. Для такой категории пользователей при входе в учреждение желательно предусмотреть электронное табло, вы видите на сайте, бегущая строка, для информирования слабослышащих о порядке работы и о другой важной информации. Устанавливают ее, как правило, на высоте не менее 2 метров от уровня пола. Если учреждение доступно для такой категории, то на двери, ведущей в здании, должна быть пиктограмма, такая пиктограмма, которую вы тоже видите на слайде слухом, то есть это означает доступность учреждения для инвалидов по слуху. Также необходимо предусмотреть информационные индукционные системы на регистрациях, а также при возможности и в залах для дистанционной передачи звуковой, записанной или произносимой в микрофон информации для слабослышащих со слуховыми аппаратами. Для такой категории необходимо предусмотреть настенные, напольные указатели, размещение фондов, отделов и направлений подходов к ним. Специалисту по работе с инвалидами необходимо иметь телефоны организаций, предоставляющих услуги сурдопереводчика для глухих, а также специально оборудованного для инвалидов транспорта, в том числе социального такси. То есть при возможности знать все телефоны и предоставить посетителю, если они ему понадобятся. В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо предусматривать не менее 5% кресел с монтированными системами индивидуального прослушивания. Вы видите на слайде, и обязательно должна быть табличка, которая указывает, что это место специально оборудовано для инвалидов данной категории. Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 метров от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка. Учитывая, что есть слабослышащие, есть глухие, необходимо перед мероприятием предварительно выяснять состав группы. Надо правильно привлекать внимание. Для этого, если посетитель слабослышащий, к нему надо обратиться по имени. Если глухой, положите ему руку на плечо или слегка похлопать по руке. Если посетитель обладает достаточным остатком слуха, вполне допустимо пользоваться словесной речью. При этом необходимо говорить в ровном темпе, не торопясь, и произносить четко слова. Во время мероприятия
либо экскурсия, нужно встать так, чтобы было видно лицо говорящего и особенно губы. Во время разговора следует использовать простые фразы. Если в группе окажутся глухие, необходимо воспользоваться услугами сурдопереводчика. То есть такая группа не может быть больше 10 человек, особенно если нужен сурдопереводчик. Также есть такое приложение «Сурдофон» для общения глухих людей со слышащими. Принцип данного приложения очень прост. Слышащий человек может ввести текст с помощью голоса или текста, после чего приложение распознает его и переводит в жестовый язык, который демонстрируется специальной куклой. Глухой человек может вводить текст с помощью клавиатуры, а программа уже через голосовой синтезатор преобразовывает его в звук. Таким образом, с помощью сурдофона глухие и слышащие люди могут повседневно общаться без каких-либо проблем. Тем не менее, конечно же, проблемы возникают, поскольку в приложении возможно быть неточная система отображения жестов, голосовой синтез может быть не высшего качества. Разработчики данного мобильного приложения дорабатывают недочеты, совершенствуют. То есть, как и любое другое мобильное приложение, оно обновляется, совершенствуется, но тем не менее люди пользуются данным приложением, и оно существенно облегчает общение. Инвалиды с нарушением опорно-двигательной системы. Нарушения, связанные с поражением опорно-двигательного аппарата, центральной или периферической нервной системы, также серьезно ограничивают пользование учреждением. В некоторых случаях учреждения прибегают к помощи волонтеров. В здании для такой категории как минимум должен быть один вход, приспособленный для инвалидов данной категории. При входе необходимо предусмотреть широкий пандус с поручнями для въезда на инвалидной коляске. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы пандус был чистый, не скользкий, не был загорожен посторонними предметами. Если вы видите при входе в учреждение такую пиктограмму, как человек в коляске на зеленом фоне, это означает, что учреждение доступно для инвалидов всех категорий. Если же пиктограмма человек в коляске на белом фоне, это означает, что учреждение доступно только для инвалидов-колясочников. Людям на колясках при входе в учреждение необходимо предложить удобный маршрут, объяснить, где расположены санитарные комнаты, которые должны быть оснащены тревожными кнопками. Это должна, то есть, въезжая в нее, инвалиду должна быть возможность развернуться на инвалидной коляске, должны находиться в санитарной комнате поручни и беспроводная тревожная кнопка. При перемещении инвалидов-колясочников по лестницам учреждений необходим лестничный или гусеничный или шагающий подъемник. Если таковой имеется в учреждении, рядом с лестницей должен быть предусмотрен значок о наличии лестничного подъемника. Также многие учреждения приобретают инвалидные коляски, взрослую и детскую. И персонал должен быть обучен навыкам общения с подъемником для помощи инвалидов в перемещении по лестнице. Если учреждение частично доступно для инвалидов данной категории, возможно применение ситуационной помощи. К примеру, организовывать службу, которая поможет при входе, или давать человеку возможность обратиться за помощью, чтобы его в коляске подняли, допустим, через несколько ступенек, через 3-4 ступеньки. Но считается, что это наименее сложное при обслуживании инвалидов категории, поскольку им нужны лишь технические приспособления для перемещения, то есть пандусы, иногда помощь при перемещении, для чего можно пользоваться помощью волонтеров. Если вы обслуживаете такую группу, она должна не превышать 8-10 человек. К примеру, в музеях могут возникнуть при сложности при осмотре витрин, проходы между залами тоже должны быть свободными. При проведении
экскурсии либо мероприятия, будет лучше, если лица экскурсовода и экскурсанта будут на одном уровне. Удобнее будет либо сесть, либо отойти назад на достаточное расстояние, чтобы вашим посетителям не нужно было запрокидывать голову. Следующая категория – инвалиды с нарушением зрения. Слепота – это одна из самых тяжелых форм инвалидности, ведь через зрение мы получаем до 90% информации об окружающем мире. При этом любое мероприятие, любая музейная экспозиция рассчитана прежде всего на зрительное восприятие. Отсюда возникают сложности в создании условий доступности к экспозиции для слепых. Различают три формы слепоты: тотальная слепота, остаточное зрение и слабовидение. В работе с такой категорией пользователю необходимо предварительно выяснить степень потери зрения. Основываясь на этом, уже строить экскурсионный маршрут. Обычно группы бывают смешанными. Незрячие могут получать информацию несколькими доступными им способами. Это самостоятельно на ощупь, например, с помощью шрифта Брайля, на слух, например, с помощью аудионосителей, и с помощью зрячего человека. Слепые имеют большие трудности с передвижением в пространстве, но могут передвигаться самостоятельно с помощью трости или с сопровождающим. Полезно знать несколько правил для сопровождающего. Незрячий держится за руку спутника, или берет его под руку, или придерживается его руки чуть выше локтя, располагаясь при этом на полшага сзади. Сопровождая слепого, нельзя делать резких движений, следует заранее предупреждать о препятствиях, слегка приостанавливаясь перед ними. При встрече необходимо называть себя, представляться, говорить спокойным голосом, глядя в лицо спутника, без жестов и мимики, больше используя речь. При обслуживании людей с нарушением зрения полезно иметь макеты, рельефно-графические планы учреждений культуры, брайлевские этикетки, схемы экспозиции. Для информирования инвалидов по зрению об окружающем пространстве, безопасных путях движения, ориентирах и особенностях помещения используется тактильно-звуковая мнемосхема, которая представляет собой тактильный план помещения с применением системы Брайля и звуковых тифлокнопок. Есть такая пиктограмма с очками, это означает доступность для инвалидов по зрению, которая должна висеть на входной группе. Сотрудники учреждения должны сразу встретить такого посетителя, вручить ему карту, схему и объяснить маршрут. По стандартам таблички указатели должны быть сверхконтрастными, чаще всего черно-желтого цвета, и располагаться на высоте доступной полусогнутой руки. В читальном зале либо в лекционном зале не менее 5% мест следует оборудовать с учетом доступа людей с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру. Важно также помнить, что первые впечатления о человеке, собеседники, в том числе сотрудники учреждения, у незрячего складываются от звучания голоса. Тембр, окраска создают впечатление о внешности человека, походка, рукопожатие, движение при оказании помощи незрячим, о характере, о манере говорить, грамотность речи, об интеллекте. Если к вам пришел незрячий посетитель с собакой-поводырем, то вы должны допустить его при сопутствующих документах на собаку, наличии у нее специфического ошейника с красным крестом, либо специальная шлейка. То есть допуск возможен при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Документ, подтверждающий обучение и выдаваемый по форме, в порядке утвержден приказом Министерства труда Российской Федерации от 22 июня 2015 года номер 386. Рассмотрим на примере вспомогательной техники. Это тех средств, которые представляет наша библиотека. Пользователю предоставляется специально оборудованное рабочее место с программами экранного доступа, брайлевским дисплеем, а также с возможностью чтения текстов, просмотра изображений с помощью увеличивающих устройств, использования читающей техники и портативного сканера.
Ту технику, которую вы видите на слайде, называют тифлотехникой. Тифло означает слепой. Слева направо сверху брайлевский дисплей. Это аппарат для полноценной работы с компьютером. С его помощью можно читать документы, работать с электронной почтой, с таблицами, использовать браузер, многое другое. Все это читатель может выполнять, не снимая рук с дисплея. То есть с его помощью можно свободно обучаться различным техническим навыкам, в том числе и основам программирования. Следующая читающая машина, она предназначена для озвучивания плоскопечатных книг, инструкций, газет, журналов. Это устройство похоже на современную настольную лампу. Фиксируется на кронштейне над книгой, считывает текст и конвертирует информацию в речь. Следующее — электронный видеоувеличитель. С помощью этого прибора слабовидящие люди тоже могут читать газеты, журналы, просматривать картинки. То есть фактически данный аппарат является электронной лупой, которая настраивается индивидуально под каждого пользователя. Ну и тифлофлешплееры — это устройство для чтения говорящих книг. То есть они облегчают слепым и слабовидящим пользователям процесс получения информации. С помощью тифлофлешплееров можно читать книги в специальных форматах, в защищенном формате ЛКФ и в специальном формате DAISY. Во многих учреждениях для... Ирина Михайловна, я вам нечаянно звук выключила. Включите, пожалуйста. Так, все слышно, да? Да. Могу продолжать, да? Да. Многие учреждения для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения приобретают в своей работе плееры, диктофоны для предоставления информации по выставкам, для индивидуального ознакомления по экспозициям, приобретают электронные лупы, стационарный увеличитель, который используется с компьютером. Разработка и проведение различных инклюзивных программ повлекли появление новых профессий. И одним из самых необходимых специалистов в последнее время стал тифлокомментатор. Это человек, создающий звуковое описание экспоната. То есть такой лаконичный, подробный рассказ обо всех деталях произведения искусства, то есть если это касается музеев. Но подобное направление еще не сильно развиты. Например, тифлокомментатор для живописи очень мало, поскольку кино и театр остаются основными областями работы специалистов данного профиля. Но многие площадки находят выход из положения. К примеру, комментарии изначально пишут искусствоведы, а затем их дорабатывают и озвучивают тифлокомментатор. Важно иметь в виду, что в настоящее время все больше выявляется инвалидов с сочетанной патологией. Например, проблемы слуха и опорно-двигательного аппарата, инвалид по зрению на коляске, инвалид по слуху и зрению. Рассмотрим такую категорию людей, как слепоглухие. Для людей с врожденной слепоглухотой используют невербальные и несловесные средства общения. Это жесты, картинки, реальные предметы. Если у человека утрачена возможность визуально воспринимать жестовые сообщения, то используется контактная форма проявления жестов. В этом случае необходимо сопровождение общения тифлосурдопереводчиком. Если такой возможности нет, самое простое средство общения со слепоглухим — это письмо на ладони, дермография. Есть два способа использования дермографии. Это пальцем слепоглухого человека, либо тупым концом ручки или карандаша писать печатные буквы на ладони, воспринимающего речь. Такой категории людей в большей степени занимается благотворительный фонд соединения, созданный с целью поддержки лиц с одновременным нарушением слуха и зрения слепоглухих. Также есть такая категория, как посетители с особенностями развития интеллекта и эмоционального реагирования. Небольшие правила в общении
с такими людьми, часто они имеют свой особенный взгляд на окружающую действительность. Не следует вступать с ними в дискуссии, спорить. Если чья-то точка зрения отличается от общепринятой, можно просто сказать, что она тоже имеет право на существование. Текст, к примеру, экскурсии, либо мероприятий, или беседы с особенностями интеллектуального развития не должен быть перегружен сложной информацией, то есть там должны быть цифры, научные термины, цитаты. При этом фразы должны быть короткими, внятно произнесенными. Обычно группы таких посетителей нуждаются в строго дифференцированном подходе к каждому конкретному случаю. К примеру, при допустимом количестве до 20 человек на группу должно быть не менее 2 сопровождающих. То есть чем сложнее особенности развития посетителей, тем меньше должна быть группа. Посетители также у нас бывают с проблемами речи. В общении с такими людьми главное быть терпеливым, не перебивать, не поправлять их и не создавать ощущение, что вы их игнорируете. По ходу разговора нужно смотреть им в лицо и поддерживать визуальный контакт. Мы рассмотрели категории инвалидов, методы взаимодействия с ним. И сейчас перейдем к обеспечению виртуального доступа к информации на примере библиотеки. Люди с нарушениями зрения часто используют альтернативные способы для получения доступа к информации, в частности, к художественной, прикладной литературе. Наиболее универсальным практичным решением является слуховая передача информации. С появлением цифровой записи библиотека выпускает озвученные книги. Называем это говорящая озвученная книга. Жанровый диапазон литературы таких книг в нашем фонде разнообразен от художественной литературы до законодательных актов, касающихся социальной реабилитации инвалидов. В результате нашей деятельности мы выпускаем говорящие книги на флеш-картах с так называемой криптозащитой. Это цифровая защита, специальный код, который не позволяет эту запись прослушать на стандартном аппарате и даже компьютере. То есть все это в соответствии с Гражданским кодексом, части 4 об авторском праве. Для прослушивания говорящей книги нужны тифлофлеш-плееры. Для этого используется такой носитель информации, как флеш-карта с криптозащитой. На слайде вы можете посмотреть тифлофлеш-плееры и небольшие флеш-карты. Как правило, тифлофлеш-плеер выдается инвалидам по зрению на основе государственной программы поддержки инвалидов. В нашей библиотеке читателям выдаются тифлофлеш-плееры, у некоторых есть свои, и читатель беспрепятственно может брать в библиотеке книги на флеш-картах и дома слушать их уже на данном устройстве. Благодаря компьютерным технологиям людям с нарушением зрения мы предоставляем виртуальную библиотеку. На нашем сайте у нас есть база данных говорящих книг. Сюда входит интернет-читалка для незрячих и онлайн-библиотека Логос. Интернет-читалка для незрячих дает зарегистрированным пользователям возможность скачивать книги в аудиоформате. Для этого нужно подать заявку на регистрацию и получение логина, пароля и доступ к каталогу, скачивать и слушать. На сайте в данной рубрике дана вся пошаговая инструкция. Пополняется данная читалка из разных источников. К примеру, один из таких ярких примеров — телеканал «Тамыр» любезно предоставил нам в копилку такой проект. Башкирские сказки читают молодые звезды эстрады, театра, известные в благосфере люди. Это около 200 аудиозаписей сказок народов мира на башкирском языке, произведения башкирских писателей, детских песен на башкирском языке. Все эти аудиозаписи находятся в нашей интернет-читалке и доступны в специальном формате для скачивания и прослушивания. Следующий ресурс, который также представлен на нашем сайте, это онлайн-библиотека Логос. Читатели, являясь зарегистрированными пользователями, могут использовать данный ресурс. На сегодняшний день это около 70 тысяч аудиокниг в специальном формате. Это российский центр, сервис, который рассчитан именно на людей с инвалидностью по зрению. Регистрация осуществляется через нашу библиотеку на основании договора. Для того, чтобы получить доступ к фондам, читатели должны пройти регистрацию в библиотеке, предъявить
паспорт, справку об инвалидности и уже используя свои логин и пароль, свободно пользоваться хранящимися в библиотеке говорящими книгами. Поскольку мы перешли к сайту, немного о нем. Наш сайт предлагает большой ассортимент полезных ресурсов и услуг, возможность выбора и заказа необходимых книг в электронном каталоге, выбор и получение необходимых документов через электронные базы данных, участие в культурно-досуговой деятельности. Существует государственный регламент, это ГОСТ 2019 года, интернет-ресурсы и другая информация представлена в электронной цифровой форме. То есть наш сайт разработан в соответствии с этим ГОСТом. Также он двуязычен и предназначен для 3 категорий пользователей: зрячих, слабовидящих и незрячих. У нас организованы виртуальные представительства библиотеки на социальных серверах в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассники, Инстаграм. На официальном сайте любого учреждения также можно создать раздел «Доступная среда» для информирования о возможности посещения, к примеру, музея инвалидов не всех категорий. Можно открыть страничку, информирующую посетителей об оказываемых на объекте услуг. Зрячие читатели Ламино и уфимской организации БроВОЗ, Дома творчества инвалидов. Также здесь можно прослушать информацию о новых поступлениях за последний месяц. Для удобства пользователями данный автоинформатор доступен также через телефон. То есть если позвонить на абонемент нашей библиотеки в нерабочее время, можно прослушать наш автоинформатор. На нашем сайте есть рубрика «Читаем виртуально». Здесь представлены всем желающим подрубрики «Кругосветка», «Голоса поэтов и писателей на Бесских просторах» и «Виртуальные выставки». Раздел «Кругосветка» содержит информацию о социальном туризме. Здесь можно прослушать статьи самих путешественников, имеющих инвалидность. Раздел «Виртуальные выставки» сопровождается аудиоэкскурсией по разделам, материалам экспозиции, озвученные аннотации к отдельным книгам. Подраздел «Голоса поэтов и писателей на Бельских просторах» согласно договору с редакцией журнала «Бельские просторы» в доступном формате мы представляем произведения, прочитанные авторами или актерами. Если читатели хотят послушать музыку, на нашем сайте есть музыкальная рубрика «Музыка моей земли» и 2 подраздела. «Я б симфонию послушал» и «Симфоническая палитра Башкортостана». Это творческий проект виртуального концертного зала для незрячих, где можно прослушать записи музыкальных произведений, прозвучавших в программе концертов Национального симфонического оркестра Башкортостана. Деятельность нашей библиотеки не ограничивается планом работы. Для того, чтобы повысить качество услуг, предоставляемых читателям, сделать работу интересной для сотрудников, для пользователей, библиотека создает инновационные формы работы, один из которых – проектная деятельность. Хочу обратить внимание на очень интересный проект. Это выигранный грант главы Республики Башкортостан, проект Стерлитамакского филиала «Маршрут без барьеров. Обучение незрячих, взаимодействие с сенсорным телефоном и навыки GPS-навигации к объектам культуры города Стерлитамака». То есть в рамках этого проекта состоялись курсы, где люди с проблемами зрения учились ориентированию в пространстве при помощи GPS-навигации. То есть они выходили с телефоном, выполняли задания в городе и таким образом учились взаимодействовать ориентированию при помощи телефона. В рамках проекта создан клуб «Навигатор».
с целью обмена опытом, навыками работы с сенсорными устройствами. Также наша библиотека проводит курсы компьютерной грамотности, где наш сотрудник обучает не только работе с персональным компьютером, но и работе с телефонами. В библиотеке активно действует выставочная деятельность, главная цель которой является знакомство читателей, гостей с уникальными работами самодеятельных и профессиональных художников. Большим вкладом в социализацию незрячих, слабовидящих является организация творческих выставок, имеющих проблемы со зрением. Хочется привести примеры. В Белебейском филиале совместно с местной организацией ВОС была организована выставка картин самодеятельного художника-инвалида второй группы по зрению Ахмедова Руслана. Работы были интересны тем, что они фактурны, поскольку использовались акриловые краски, благодаря которым изображение получалось выпуклым и рельефным. Такой вариант оказался очень выигрышным для людей с отсутствием зрения или с проблемами зрения, поскольку яркие краски помогают посетителям составить целостное представление о картине, разглядеть яркие детали, которые выделяются на полотне. Также у нас была организована выставка творческих работ членов Оренбургской организации общества инвалидов. Названия картин выполнены в двух форматах. Это укрупненным и рельефно-точечным шрифтом. Все выставки адаптированы шрифтом Брайля, имеется виртуальный вариант. То есть таким образом мы не только организовываем выставки, но и освещаем их на нашем сайте, в городских СМИ, тем самым привлекая внимание общественности к слепым и слабовидящим людям. Хочется также отметить совместную работу библиотеки с музеем боевой славы. В музее наши читатели не раз бывали с экскурсией, и в прошлом году, в 2020, у нас проходила презентация адаптированной тактильной выставки музея боевой славы «Парк Победы на ладони» в рамках проекта «Прикоснись к истории». Наши читатели смогли ознакомиться с тактильными экспонатами, 3D-макетами памятников военной техники. Таким образом, совместная деятельность позволяет обеспечить максимальную доступность к объектам культуры, к музейным коллекциям и помогает активно познавать историю и культуру. Возникающие у некоторых специалистов при работе с инвалидами психологические проблемы, дискомфорт, иногда боязнь объясняются отсутствием опыта и разработанных правил взаимодействия. Для этого необходимо изучать специфику работы с инвалидами разных групп, осваивать новые методы и формы. Каждый сотрудник учреждения должен помнить о праве доступа всех посетителей к культурным ценностям и об этичном отношении к инвалидам. Обслуживание. Хотелось бы закончить правилами этикета. Есть такие 10 общих правил этикета, составленных именно людьми с инвалидностью. То есть их всего 10, и хочу вас немного ознакомить. Они общие. То есть не касаемо каждой категории, а общие правила. Во-первых, когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, нужно обращаться непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, который присутствует при разговоре. Второе правило, когда вас знакомят, вполне естественно пожать руку. Даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку правую и левую, что вполне допустимо. Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли к вам. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснять, к кому в данный момент вы обращаетесь, и называть себя. Если вы отходите в сторону, необходимо предупреждать вслух. Если вы предлагаете помощь, нужно ждать, пока ее примут, а затем спрашивать, что и как делать. Если, к примеру, вы чего-то не поняли, нужно не стесняться и переспрашивать. В конце завершения этого часа, как я уже сказала, я хотела предложить вам тест, но мне нужно узнать, есть ли у вас всех возможность перейти по ссылке и пройти
тест на усвоение материала. Тогда я в чат сейчас я в чат скину ссылку, где вы сможете, если у вас есть возможность, если вы сможете с телефонов или с компьютеров пройти по ссылке, и он абсолютно небольшой тест. Мы можем рассылку вам сделать на почту? Можно рассылку, да. А если я в чат сброшу ссылку, такое возможно, чтобы потом можно было, чтобы каждый смог пройти, ответить на вопросы, как бы, и... Ну, вы отправьте в чат, и параллельно мы рассылку сделаем. Да, каждый желающий сможет ответить на вопрос. Секунду, я сейчас сброшу в чат, и вы сможете пройти. Уважаемые коллеги, я сбросила в чат ссылку небольшого теста на усвоение материала. Если сейчас у вас есть возможность, вы можете проходить ее в ближайшие 15 минут. Если у вас такой нет возможности, вы можете уже позже сделать это, перейти по ссылке. Поэтому на этом у меня все. И если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Вопросов пока нет. Тогда сделаем сейчас 15 минут перерыв. Хорошо. Спасибо за внимание.
Уважаемые участники, да, я вот уже вижу в чате, что многие тест прошли. Я думаю, что вам не составило труда. Я обязательно проанализирую ваши все ответы. Те, у кого не было возможности, прошу пройти чуть позже по ссылке. Если у вас сейчас нет технической возможности, обязательно пройдите данный тест. На этом я хочу закрыть свой доклад и пожелать всем вам успехов в обучении, хорошего настроения. До свидания. Спасибо, Ирина Михайловна. Далее у нас запланирована демонстрация короткометражного художественного фильма «Ранняя оттепель» с тифлокомментариями в библиотеке для слепых имени Тухватшина. Студия МОС. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Я не могу. Как вот это сделать? Режиссуры Семенка представляют. Шел 1946 год. На экране кадры послевоенной кинохроники. Лучше таблицы умножения, лучше падежей и склонений знали боевые ордена и медали. Мы ужасно завидовали тем, кому довелось повоевать, и боготворили героев войны. Мы гордились нашей победой и хотели, чтобы все знали об этом. Город Калинин поднимается из руин. Жизнь возвращается в мирное русло. В один из дней той зимы и случилась эта история. Фильм Павла Дроздова «Ранняя оттепель» по мотивам одноименного рассказа Евгения Борисова. Улица послевоенного города. Безногий солдат играет на гармонии. Молодой воришка, приметив приличного мужчину, толкает его, при этом незаметно вытаскивает бумажку. Раскрыв бумажник, он достает оттуда пару монет и бросает их инвалиду. За всем этим наблюдает мальчик лет 10. Название такое, прав слово боевое, Брестская улица. По городу Дяденька, вам, наверное, холодно?
Ничего, малец, скоро оттепель. Ногой чую. Инвалид глазами показывает на обрубок ноги. И мальчика попадает в снежок, и он видно. Из арки между домами выбегают 4 мальчика, в том числе мальчик, который разговаривал с инвалидом. Ведь теперь выходной и парад будет. Кто тебе сказал? Кто надо? Вот у историка сегодня спросим, он точно знает. Опа! Видал, сколько у него колодок орденских? Во! С парнем у моего батьки наград больше. И еще он герой Советского Союза. Это еще у чьего батьки побольше будет. Оживленно разговаривая, мальчики выходят на улицу и проходят мимо постового милиционера. Стой! Догони! Да ладно вам, маршала Жукова все равно орденов больше. А у Сталина больше всех орденов, понятно? И медалей тоже. Да чтоб ты знал, у товарища У товарища Сталина за всю войну только одна звезда героя была. Он только других награждал, а себе ничего. Ты чего говоришь? Что же, товарищ Сталин меньше заслуженный, чем твой батька? Так что ли? Я знал, почему притихли пацаны. Моего отца 2 недели назад назначили секретарем райкома партии. Нет, в моих отношениях с ребятами с тех пор ничего не изменилось. Вот только некоторые темы при мне старались на всякий случай не развивать. Я не чувствовал себя каким-то другим, но все понимал и не обижался. На экране затемненный кабинет, на столе настольная лампа, молодой мужчина с залысинами в полувоенной форме, за его спиной висит портрет Сталина. Продолжая разговаривать, мальчики направляются в заснеженный сад рядом с домом. На переднем плане работающая швейная машинка, за которой сидит молодая симпатичная женщина. Женька. Ну вот где его опять носит, а? Опять. Впритык придет, потом еле в школу успевает. Еще одна женщина, пожилая, с книгой в руках, сидит у окна. Да вон он. Со своими архаровцами. Женщины смотрят в окно. Там мальчики лепят снежную бабу. Молодая женщина открывает форточку и кричит. Женя! В школу опоздаешь! Уже знакомый нам мальчик поворачивается. Ну все, сейчас опять придет мокрый и драный. Молодая женщина, мама мальчика, вновь садится за швейную машину. Мальчики заканчивают лепить снежную бабу, водружая наверх ее голову. Маленькая девочка, ковыряющая лопаткой снег, бежит к мальчикам. Не знаю с чего, мне вдруг пришла в голову эта странная блажь. Вдруг увиделось мне в этой бесформенной снежной глыбе что-то неуловимо похожее, то ли на бюст известный, виденный где-то, то ли на знакомый портрет. И вот засвербило, забродило что-то во мне, словно бес-искуситель шепнул мне на ухо. Мальчик ходит вокруг снежной бабы. В это время на экране кадры кинохроники, на которых изображен Сталин, его портреты и монументы. Ну нифига себе! Мальчик закончил лепить лицо снежной бабы. Остальные ребята обсуждают то, что получилось. Ну ты даешь! Ща, погоди! Круглолицый мальчик в фуфайке бежит в дворницу, где сидит его дедушка, хватает дедовые очки и выбегает. Эй, Митька, ты куда очки потащил, тормозонный? Постовой милиционер за воротами сада не обращает внимания на детей. Во! Мальчик в фуфайке отдает очки автору скульптуры. Тот прикрепляет очки к получившейся снежной фигуре. Калинин! Как живой! А Сталина слабо? Спрашивает мальчик в фуфайке. Женя! Мама мальчика снова зовет его в форточку. Пожилая женщина разливает суп по тарелкам. Спасибо. Ой, Господи. Давай подождем. Не надо. Ну ладно. Я потерял ощущение времени и забыл обо всем. Главным для меня было закончить скульптурный портрет, который, несомненно, прославит меня. О, этот сладкий, ни с чем не сравнимый миг, который рано или поздно дано испытать любому творцу.
Мальчик Фуфайки, пораженный сходством снежной фигуры со Сталиным, медленно отступает. Он бежит за дедом и зовет его за собой. Ты где шляешься, а? Там Жека вылепил товарища Сталина. Чего? Жека вылепил товарища Сталина. О, Господи, совсем обалдели! Дедушка выглядывает в окно, и его глаза расширяются. Стоя посреди нашего убогого двора, подле своего шедевра, я ожидал признания, и оно не замедлило прийти. Дедушка говорит своему И внуку. вовсе не похож. Не похож. Это... Не вздумай болтать никому. Еще придумали, а? Мам, ну что он там, а? У него урок через полчаса. Мама и бабушка, так и не дождавшись мальчика на обед, начинают волноваться. Бабушка открывает форточку и кричит дворнику. Аркадьич! Гони его домой метлой своей! Совсем от рук отбился. Дворник поворачивается лицом к снежной скульптуре, и у него округляются глаза. Это кого это ты слепил, а? А ну давай круши это дело, а не то я вот тебя за ухи отведу куда следует. И скульптор нашелся! Дворник поднимает лопату, замахиваясь то ли на мальчика, то ли на скульптуру, но его руку останавливает военный. Знаешь, что за это, а? По внешнему виду военный напоминает офицера КГБ. Он обращается к мальчику. Ну чё, сам придумал-то? Сам. Ну-ну. Хоть на Советскую площадь ставь. Перед обкомом. Ты отцу-то. Отцу покажи. Понял? Вот порадуется. Военный уходит, мальчик остается возле скульптуры. Вновь на экране кадр кинохроники. Улицы города, панорама города сверху. Слух о снежном изваянии мгновенно разнесся не только по соседним дворам, но и по всему городу. Пожилая пара, увидев снежную скульптуру, сначала замедляет шаг, а затем испуганно удаляется. Постовой милиционер, подойдя поближе, узнает изображение. В растерянности не знает, как себя вести. Быстро отходит назад. Еще одна пожилая пара, увидев скульптуру, отворачивается и быстро проходит. На столе в полутемном кабинете, в котором сидит молодой человек в военном, звонит телефон. Он встает, долго не решается взять трубку. Слушаю, Дмитрий Сергеевич. Благодарю. Все в порядке. Нет? А что... Уважаемый Дрожащей коллеги, рукой мужчина набирает сегодня номер ссылка видео не очень хотят работать, поэтому мы вам отправим ссылку на это видео. И вы потом Трубку спокойно берет уже посмотрите. знакомая молодая женщина, А сейчас мама Жени. объявляется Да? перерыв Тоня? на обед. А Жека он где? Да как, где в школе, где ж он быть-то? Он едва поспел, опять весь извозился.
Не звук. А вот как звук, интересно, включить? Может, она на минимум убавила, может быть? Наушники на ней. Вот он сейчас без работы останется. Вот это да.
Студия МОС. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Мастерская режиссуры Семенюка представляют. Шел 1946 год. Мне было На экране кадры послевоенной мальчишки той кинохроники. поры. Лучше таблицы умножения, лучше падежей и склонений знали боевые ордена и медали. Мы ужасно завидовали тем, кому довелось повоевать, и боготворили героев войны. Мы гордились нашей победой и хотели, чтобы все знали об этом. Город Калинин поднимается из руин. Жизнь возвращается в мирное русло. В один из дней той зимы и случилось
Давайте продолжим. Я передаю слово заведующему отделом каталогизации и развития фондов Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина Даблетхановой Назиле Мазгаровне, которая выступит с темой размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к информации инвалидов. Назиле Мазгаровна. Я не слышу ее. Меня слышно, да? Угу. Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем с вами работу. И следующая тема, с которой мы ознакомимся, это размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к информации инвалидов. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений государственной политики. Своевременное получение маломобильным группам населения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование, получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе, является одним из основных элементов обеспечения доступности, которое приводит к удобству и комфорту среды жизнедеятельности. При оценке параметров доступности следует в первую очередь руководствоваться сводом правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в котором определены основные требования к обеспечению доступности структурно-функциональных зон и элементов объектов. Система информации на объекте – это совокупность трех составляющих. Первое – это визуальные средства, второе – это акустические средства и третье – тактильные средства. В зависимости от формы инвалидности лицо сталкивается с определенными барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми населению услугами наравне с остальными людьми. Вы сегодня уже услышали в выступлениях Айгуль Рафаэлевны и Ирины Николаевны в общих чертах. На моем выступлении мы немножко углубимся уже в размещение именно носителей информации, более конкретно, как нужно размещать, на каком расстоянии, что нужно, для каких групп населения, как устранять те или иные барьеры. И барьеры у нас могут отличаться. Это у нас две формы разных барьеров. Первый – это физические барьеры, и второй – информационные барьеры. Вот на слайде вы можете наблюдать физические барьеры. Физические барьеры – это как раз-таки лестница, которая не оборудована пандусом. Также нету направляющих, что можно воспользоваться лифтом. Никаких, то в первом также есть информационный барьер, также нету указателей, нет никаких ограничений, что нужно направиться к лифту. Второй – это информационный барьер. Хотя вот на втором рисунке есть у нас физический барьер, в принципе, устранен, есть лифт, имеется для подъема маломобильных групп населения, но нету информационного какого-то указателя. Это и тоже является барьером преодоления окружающей среды лицами с ограничением возможностями. Есть общие рекомендации для устранения барьеров окружающей среды для инвалидов с разными формами инвалидности. Рассмотрим характеристики барьеров окружающей среды и общие рекомендации по их устранению для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха и для инвалидов с нарушением умственного развития. Рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для инвалидов с нарушениями зрения. Это предоставление информации в доступном виде. Это может быть укрупненный шрифт, по ГОСТу он должен быть 18 кеглем и межстрочный интервал больше полуторный. Рельефно-точечный шрифт Брайля, контрастные знаки,
допуск тифлопереводчика и допуск собаки-проводника. Это рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для инвалидов с нарушениями зрения. Какие же характеристики барьеров окружающей среды? Это отсутствие тактильных указателей, в том числе направление движения, информационных указателей, преграды и пути движения, стойки, колонны, углы, стеклянные двери бесконтрастного обозначения, неровное скользкое покрытие, отсутствие помощи на объекте для получения информации, то есть сопровождающих лиц нет на этом объекте, это тоже является барьером окружающей среды, который можно устранить. Следующие рекомендации для инвалидов с нарушениями слуха. Чтобы устранить барьеры окружающей среды, нужно предоставить допуск сурдопереводчика на объект. Какие же барьеры окружающей среды для лиц с нарушением слуха имеются? Это отсутствие зрительной информации, в том числе при чрезвычайных ситуациях в учреждении, отсутствие возможности подключения современных технических средств реабилитации, это слуховые аппараты, к системам информации, например, через индукционные петли, электромагнитные помехи при проходе через турникеты, средства контроля для лиц с кохлеарными имплантами, отсутствие сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, и могут встречаться другие барьеры окружающей среды. Следующая рекомендация по устранению барьеров окружающей среды для инвалидов с нарушением умственного развития. Чтобы устранить барьеры по предоставлению информации, должен быть ясный язык, то есть легкое чтение еще называют его. Информация на стендах при входной группе должна быть ясная, без каких-то особо сложных терминов, ясна и легкой для чтения. И также немаловажна организация сопровождения для инвалидов с нарушениями умственного развития. Характеристика барьеров физической окружающей среды – это отсутствие понятной для усвоения информации, отсутствие помощи для получения информации и, естественно, рекомендация – это легкий язык и сопровождение. Для всех категорий, остальные категории инвалидов, какие могут быть характеристики? Это отсутствие информации и навигации на объекте для маломобильных групп населения, указателей доступных помещений и путей движения, нарушение требований освещенности и мест путей движения, отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте, неорганизованность путей эвакуации, что является очень важным. Это может быть захламленность эвакуационных выходов, нет указателей, нет моргающих каких-то световых указателей, информации о чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях, отсутствие средств вызова кнопки персонала в закрытых помещениях. И также таким барьером окружающей среды это может быть являться некомпетентность сотрудников учреждения, которые не имеют опыт общения и оказания помощи инвалидам. Для этого рекомендации по устранению таких барьеров – это устранение физических и информационных барьеров, альтернативные формы и формы оказания услуг. И, естественно, необходима организация помощи работников, то есть своих сотрудников необходимо обучать практике работы с разными категориями инвалидов, как себя вести в тех или иных чрезвычайных ситуациях в учреждении. Информационное обеспечение адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений работы любого учреждения. Доступность информации – одно из главных условий при создании доступной среды для инвалидов всех категорий. Данные условия регламентированы не только государственной программой «Доступная среда», но и рядом нормативных документов и законов Российской Федерации.
Данные закона уже упоминались в предыдущих выступлениях. Это, конечно же, федеральный закон номер 181 от 24 ноября 1995 года о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Особенно мы обратим внимание на статью 14 и статью 15, которые в основном касаются работы учреждений культуры. Статья 14 – это обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, и статья 15 – это обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Немножко вас ознакомлю, сделала выдержки из данных статей федерального закона. Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации. Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочной, информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемых на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных организаций является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. Для муниципальных библиотек расходным обязательством органов местного самоуправления. Приобретение указанной настоящей части литературы для федеральных, государственных, образовательных организаций и библиотек является расходным обязательством Российской Федерации. Об этом говорится в статье 14 Федерального закона 181 от 24 ноября 1995 года. Я ознакомлюсь с выдержкой из статьи 15 из этого федерального закона. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают инвалидам, всем группам инвалидам, здесь и кресло-коляски, и инвалиды, использующие собак-проводников. Первое. Условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации, местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Второе. Условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средства связи и информации, включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации. Третья часть. Возможность самостоятельного передвижения по территории, на котором расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Входа в такие объекты и выхода из них. Посадки в транспортные средства и высадки из них, в том числе с использованием кресла-коляски. Четвертая часть. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Пятая часть. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности. Также следующая часть, шестое, это дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписи, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точным шрифтом, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. Как раз-таки наша тема, которую мы сегодня
раскрываем, это как раз-таки относится к статье 15 части 6 181 закона, это дублирование необходимой информации так, чтобы инвалиды разных категорий смогли преодолеть различные барьеры окружающей среды. Следующая, 7-я часть, это допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. Как у нас на практике встречается то, что иногда с собаками-проводниками не допускают, например, к транспортной инфраструктуре, каким-то инженерным и социальным объектам. Это как раз-таки нарушение федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Следующая, 8-я часть, это оказание работниками организации, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Единая формула доступности информации для всех категорий инвалидов. Это вот как раз-таки на слайде вы сможете увидеть. Для всех это и для разных категорий инвалидов. Информирование инвалидов в учреждении преследует две основные цели. Это информирование получателя об услугах и деятельности учреждения, правилах, порядках предоставления услуг. И второе – надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности. Основными требованиями к информированию получателей услуг является достоверность информации, четкость в изложении информации. Удобство инвалидов следует предусматривать альтернативные способы получения информации, размещенных на стендах, информационные стойки, папки, специальное оборудование места доступа к компьютеру с информацией о деятельности учреждения. При размещении носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, следует обеспечить непрерывность информации на всех путях движения, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Следующее – это предусмотреть возможность получения информации как о предоставляемых услугах, перечне и порядке предоставления, так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. Системы средств информации на объекте должны быть комплексными. Об этом мы вначале уже говорили, что средства должны быть в комплексе. Это акустические средства, тактильные средства, информационные, визуальные. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Дизайн таких указателей должен тоже соблюдаться. В пределах здания должен быть идентичным комплекса сооружений, а районы расположения объектов, они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации. Комплекс знаков и указателей считается понятным и эффективным, если он позволяет посетителям с ограничениями зрения или слуха, другими нарушениями восприятия информации, легко ориентироваться и достигать зоны оказания услуг, без необходимости задавать вопросы или прибегать к посторонней помощи. Это будет как раз-таки полное удовлетворение и полная доступность объекта, информации на объекте. Информативность обеспечивает разностороннюю возможность своевременного получения, осознания информации и соответствующего реагирования на нее. Требования к критериям информативности – это использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей, своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий, точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения объекта,
Возможность эффективной ориентации как в светлое, так и в темное время суток. Возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию. Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны учитывать расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято, углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации, ясное начертание и контрастность, а при необходимости рельефность изображения. Вам на примере, вот на слайде указано указатель, стрелка, здесь есть и плоскорельефное изображение, точный шрифт по системе Брайля, скошенный край и также световой дизайн, яркий желтый указатель. Соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению. Исключение помех восприятию информационных средств – это бликование указателей, их необходимо устранить, слепящее освещение, совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая тень. Если, например, у вас в учреждении на двух дверях указано звуковые маячки, акустические источники, они не должны вместе проговаривать какую-то звуковую информацию, чтобы инвалид смог сориентироваться, с какой стороны какая дверь находится. Они должны или по нажатию клавиши, как обычно звуковые маячки работают, или же поочередно объявлять звук, информацию, чтобы не создавалась акустическая тень. Для информирования инвалидов с нарушениями функций зрения особую роль играют акустические устройства и тактильные средства информации. К акустическим устройствам и средствам информации относятся звуковые маячки, шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы, индукционная петля и другие электроакустические приспособления. Применяемая звуковоспроизводящая техника должна соответствовать требованиям ГОСТа 24214-80, связь громкоговорящая. Термины и определения и воспроизводить в автоматизированном режиме музыкальные, шумовые, речевые сообщения. Следует применять приборы устройства частота, длительность и интервал звукового сигнала, которых соответствуют требованиям действующих нормативных документов. Не рекомендуется размещать акустическое устройство так, чтобы их действия перекрывали друг друга, об этом я вам уже говорила, создавая звуковые помехи. Ограничение зон действия может выполняться путем помещения устройств в ниши или за экраны, препятствующие распространению воспроизводимых звуков в нежелательном направлении или в одном только помещении. Следующее у нас средства – это тактильные средства информации. Это все поверхности, информирующие незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении. К тактильным средствам информации относятся брайлевские дорожки, поручни с тактильными указателями, вы можете на слайде увидеть, таблички с информацией, написанным шрифтом Брайля, около дверей кабинетов, на средствах связи, на дверных ручках, на рычагах. Тактильные средства информации могут быть сделаны в виде схем зданий, в виде брайлевских досок, брайлевских табличек, расположенных у входа в здание, с информацией об объектах внутри помещения, состоящих из комбинаций плоскопечатного шрифта, шрифта Брайля и звукового сигнала. То есть совокупность – это и обычный шрифт, шрифт Брайля, и также сопровождается звуковым сигналом. Также минема-схема используется при размещении информации. Это тактильно-рельефное табло, представляющее собой схему движения по кабинетам в учреждении. Оптимальная высота размещения тактильной информации на мнемосхеме – это 0,6–1,1 метров, а в зоне путей движения 1,2–1,6 метров. Тактильные информирующие поверхности должны быть безопасны для рук, а размещенные в плоскости
полотактильной поверхности не должны усложнять движение других людей. Они служат вспомогательным средством для инвалидов, для передвижения инвалидов. Знаковые средства отображения информации, предупреждающие знаки, пиктограммы, таблички, наклейки, с помощью которых инвалиды получают информацию о доступности объектов, делаются контрастными по цвету и тактильными с выпуклыми буквами и также сопровождается рельефно-точечным шрифтом Брайля. Все объекты, оснащенные специальной техникой для инвалидов, должны быть снабжены международными знаками доступности. Все знаки выполняются в рельефном формате, доступном для незрячих людей. Дизайн знаков высококонтрастный, что позволяет видеть их слабовидящим получателям услуг. Указатели и вывески выполняются в специальном рельефном формате. Текст на них дублируется шрифтом Брайля, доступным для незрячих людей. Знаки размещаются на высоте 1,35. Уважаемые коллеги, с многими из вас мы уже работали. Многие из вас как раз-таки в рабочем процессе задают всегда этот вопрос. На какой высоте, куда, как размещать таблички шрифтом Брайля напечатанные. Как раз-таки вот сейчас мы все это вам освещаем, все это вам рассказываем. Поэтому вот можете даже написать знаки шрифтом Брайля, то есть таблички шрифтом Брайля, должны быть размещаться на высоте 1,35. Это может быть поручень, это может быть стена около двери или прямо на самой двери. Вот такая оптимальная высота, которая дается в методических рекомендациях различных инстанций. Требования к средствам отображения информации, с помощью которых инвалиды на ощупь получают информацию о доступности объектов, схемах перемещения, путях эвакуации, определены ГОСТ 521-31-2003 «Средства отображения информации, знаковые для инвалидов». Какие технические требования? Для информирования инвалидов с нарушениями слуха наиболее ценную и качественную информацию можно разместить на плакатах, то есть визуально. Так как инвалиды данной категории воспринимают информацию в основном зрительно, этот вид визуальной информации играет особую роль и служит для более полного осмысления информации. Важно соблюдать следующие правила. Форма плаката – квадрат или прямоугольник. Заголовок и основной текст должны быть написаны крупными буквами и легко читаемы. Не рекомендуется делить слова на части, то есть делать переносы. Иллюстрации, фигуры должны быть хорошо видны, так как они служат для того, чтобы разъяснить трудные понятия. Не следует соединять текст с иллюстрацией. Между словами в тексте должен быть широкий пробел. Расположение букв должно быть симметричным. Особенно важную информацию можно поместить в рамку контрастного света, чтобы привлекать внимание. Графическое изображение следует размещать в левой части плаката. Графическое изображение должно обеспечивать быстрое восприятие смыслового значения. Определенному смысловому значению должно соответствовать одно графическое изображение, чтобы исключить путаницу. Не нужно накладывать несколько графических изображений. Определенному смысловому значению должно соответствовать одно графическое изображение, чтобы не было путаницы, да. Не следует нарушать естественные пропорции изображения. Растягивать так, чтобы там вытянулась одна сторона, нужно соблюдать естественную пропорцию. Если вы увеличиваете картину, необходимо его пропорционально увеличивать, чтобы не вытянулась какая-то часть из картины, иллюстрации. Силуэтное изображение предпочтительное контурного. Вот такие рекомендации даются для размещения информации для инвалидов с нарушениями слуха. Для обеспечения доступа инвалидов
наравне с другим населением к услугам, предоставляемым организациями, необходимо осуществлять оказание ситуативной помощи в зависимости от вида и степени выраженности ограничений, не имеющихся у инвалида. Ситуационная помощь – это помощь, оказываемая инвалиду в целях преодоления барьеров, препятствующих получению услуг, оказываемых населению. Сотрудник учреждения, увидев инвалида, оказывает помощь при входе в здание, встречает на улице, на входе в здание, открывает входные двери, выясняет, в какой помощи нуждается человек, цель посещения учреждения, отводит при необходимости в гардероб, оказывает при необходимости помощь при одевании и раздевании, осуществляет сопровождение инвалида до места оказания услуги, осуществляет при необходимости сопровождение до входной двери туалетной комнаты, по окончании приема сопровождает инвалида до гардероба, оказывает помощь при выходе из учреждения. Если вы заметили, я озвучила данные виды ситуационной помощи и проговаривала только при необходимости. Для этого необходимо при встрече удостовериться в том, что человек нуждается в помощи. Есть такие категории инвалидов, которые сами справляются без посторонней помощи и не нуждаются в помощи, как мы уже заранее говорили. И поэтому самим навязываться без уточнения информации о том, необходима ли помощь, не нужно. Термины, которые наиболее часто используются при устранении информационных барьеров, это мы вот на слайде видите, я тоже все проговорю, это визуальные средства информации, носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, имеющих повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с нарушением функции органов слуха. Следующее – это информационный терминал. Это многофункциональное устройство с сенсорным экраном, предназначенное для предоставления доступа к различным информационным ресурсам. Оно открывает доступ к сети интернет, справочным материалам, базам данных, системам бронирования и так далее. Тактильные средства информации, мы о них много всего говорили, и те мы, в принципе, уже упоминали в нашем выступлении. Это носители информации, передаваемые инвалидам по зрению и воспринимаемые путем осязания. Это и шрифт Брайля, рельефный точечный шрифт Брайля, это специальный рельефный точечный шрифт для лиц с полной потерей зрения, незрячих и слабовидящих. Есть такие слабовидящие, которые умеют читать рельефным точечным шрифтом Брайля. Нормативные документы, устанавливающие требования доступности к отображению информации. Много сегодня уже говорили о нормативных документах, на которые необходимо ссылаться при работе с инвалидами различных категорий, также и при размещении информации, доступным для инвалидов различных категорий, также можно обращаться и нужно обращаться к данным нормативных документов. В первую очередь это как раз-таки федеральный закон, о котором я уже упоминала, это 181 от 25 ноября 1995 года о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Также вот озвучу такие как приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2014 108, я тоже это название уже говорила, об утверждении методических рекомендациях об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере телерадиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий. Это различные ГОСТы, ГОСТ «Национальный стандарт Российской Федерации», средства связи, информации, технические общего пользования, доступные для инвалидов, классификации, требования доступности и безопасности. Следующий ГОСТ – средства отображения информации, знаковые для инвалидов, технические требования, связь громкоговорящие, термины и определения, система человек-машина,
сигнализаторы звуковые неречевых сообщений, общие эргономические требования. Национальный стандарт Российской Федерации интернет-ресурсы, сначала мы сказали средства связи, информации технические общее пользование, доступные для инвалидов. Также есть национальный стандарт Российской Федерации, который регламентирует интернет-ресурсы и другую информацию, представленную в электронно-цифровой форме. И также регулирует приложения для стационарных и мобильных устройств. Международный стандарт доступности веб-контента и рекомендации по разработке качественных веб-сайтов государственных учреждений с учетом требований доступности для инвалидов. Перед тем, как мы с вами перейдем к практической части сегодняшнего занятия, хотела бы вас ознакомить с правилами общения с инвалидами с нарушениями зрения. Об этом коротко уже Ирина Николаевна немного вас уже ознакомила, но можно более подробно остановиться на некоторых объектах. Нарушение зрения имеет много степеней. Помимо тотально незрячих, есть инвалиды с остаточным зрением. Некоторые могут различать свет и тень, иногда свет и очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у других слабое прямое при хорошем периферическом. Все это надо выяснить и учитывать при общении. Давайте я вас немножко ознакомлю с правилами общения инвалидами с нарушениями зрения. Мы остановимся на этой категории инвалидов, так как наша специальность, специфика. Всегда называйте себя, когда представляетесь другим собеседникам, и также остальных присутствующих, если вы не одни. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и назвать себя. Следующее. Представляя незрячего зрячему и наоборот, подскажите, в какую сторону человек должен повернуться. При разговоре с незрячим не избирайте посредников, его сопровождающего или родственников, а обращайтесь непосредственно к нему. Обычно инвалид по зрению хорошо слышит и слышит, в какую сторону обращена ваша речь. Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. Делитесь увиденным. Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его движением на расстоянии. Подойдите и помогите выбраться на нужный путь. Но перед этим, естественно, вы должны удостовериться, нужна ли ему ваша помощь. Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый раз называть тому, к кому вы обращаетесь, по имени. Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту. Если вы перемещаетесь, предупредите его. Скажите, что вы отошли от стола, подошли к окну. Это как пример. В разговоре с незрячими не избегайте выражений, основанных на визуальных впечатлениях. Вполне нормально употреблять слова «смотреть». Для незрячего человека это означает видеть руками, осязать. Вы легко можете обратиться к незрячему человеку: посмотрите направо, посмотрите налево. В принципе, это нормальное общение. Избегайте выражений «пощупайте», «я отведу вас». Лучше будет «посмотрите», «я схожу с вами». Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно сопровождаются жестами. Выражения вроде «ручка находится где-то там на столе». Старайтесь быть точными. Ручка находится слева от вас на столе. Употребляйте слова справа, слева, впереди. Слово «там» ничего не означает для незрячего человека, поэтому это слово старайтесь не употреблять в своей речи при обращении к инвалиду по зрению. Обращайтесь с собаками и поводырями не так, как с обычными домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.
Собака-поводырь – это как глаза незрячего человека, и если только человек сам вам разрешит, обратиться к собаке, погладить, но ни в коем случае нельзя этого делать самостоятельно. Вот такой короткий свод правил общения с незрячими людьми. На правилах общения с остальными категориями инвалидов мы с вами останавливаться не будем и перейдем к практической части нашего сегодняшнего занятия. Оно у нас будет связано с тифлокомментированием. Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему, слабовидящему без специальных словесных пояснений. Тифлокомментирование может сопровождать картину, кинокартину, спектакль, какой-то архитектурный объект, картину, я уже вроде говорила, какой-то музейный экспонат. Да все, что нас окружает, если мы его лаконично описываем, то это является тифлокомментированием. Уважаемые коллеги, перед вами картина Ольги Тикуновой «Начало дня», натюрморт с книгой, холст маслом. Вам необходимо подготовить тифлокомментарий объекта для снятия части информационных барьеров для лиц с нарушениями зрения. Вы должны составить короткий тифлокомментарий. Как вы себе представляете? Сейчас мы вас не будем рассказывать, как нужно, какие требования нужно прикладывать к тифлокомментированию. Не будем рассказывать о том, что нужно в первую очередь: передний план, задний план, яркие объекты, как описывать, чтобы у незрячего человека создалось образ картины перед глазами. А вы сами, как вы чувствуете, будете делать тифлокомментирование. Завтра у вас будет подробное занятие по тифлокомментированию у Гульшат Султанмуратовой. И как раз-таки вы сможете оценить свои работы и понять, где вы допустили ошибки, где вы сделали точное описание, правильно ли вы сделали. Ну, на таком интуитивном уровне проверить свои описания, соответствуют ли они всем требованиям тифлокомментирования. Картина, надеюсь, всем видно. Также я его скину в общий чат, чтобы вы смогли... У нас еще осталось 10 минут. Кто-то за это время сделает тифлокомментирование. Оно должно быть небольшое. В принципе, картина нас не так сильно насыщена предметами. Можно будет его описать. Она, в принципе, достаточно яркая. Ну и, конечно, связана с библиотеками. У нас тут книга. Ну что, уважаемые коллеги, сейчас я закину в чат картину, чтобы вы смогли спокойно сделать тифлокомментирование. Спрашивают, письменно или устно нужно сделать? Вот я вижу вопрос. В какой форме нужно сделать тифлокомментирование, устно или письменно? Ну, естественно, вам, наверное, лучше сделать письменно. Как у вас же будет самоконтроль.
Картину я в чат скинула. Есть ли еще вопросы по нашей теме? Отправьте на почту РОМЦ. В принципе, скидывать работу можете не скидывать работу. У вас будет самоконтроль. Такая форма у нас будет контроля. Есть ли вопросы еще по тифломонтированию? Что вам непонятно по практической части? Может, есть у вас вопросы по нашей лекции, по размещению информации? Как в начале нашего занятия, выступления, Айгуль Рафаэльевна говорила о том, что идут проверки. При проверке как раз-таки у нас проверяются вот наличие информации, доступно для всех категорий инвалидов. И как раз-таки вопрос задавали до этого, можно ли у нас приобрести шрифтом Брайля. Да, таблички шрифтом Брайля мы печатаем, там чисто символичная цена. Вы можете обращаться ко мне непосредственно. Мы с вами обговорим, что, как, рекомендации вам дадим. Если есть вопросы, пишите в чат, я отвечаю. Ну что тогда, уважаемые коллеги, у нас вопросов, я как вижу, нет. Картину вы получили. Завтра вы продолжите занятия с Султанмуратовой Гульшат Гафуровной. Если у вас при составлении тифлокомментирования возможно какие-то трудности, вопросы возникнут, вы сможете задать ей вопрос, она вам компетентно ответит. Ну вот на наше практическое задание было определено 10-15 минут. Кто-то уже сейчас справляется с заданием. Кто-нибудь сейчас делает, да, задание, я надеюсь? Ну все, наверное, сегодня будем завершать. Уже завтра увидимся в 10:00. Подключаемся. Ссылка в Zoom будет та же. На YouTube уже вторая ссылка, она у вас в письме есть. Посмотрите. Всем спасибо. Уважаемые коллеги, на этом тогда сегодня все. Отключаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. До завтра. До свидания.